Проект «Литрес-чтец». Евгений Волков. «Одинокий». Читает Сергей Гусаков. Глава 1. Вторжение. Сирена била по психике куда сильнее, чем голос громкоговорителя. «Это не учение. Внимание! Это не учение. Всему персоналу занять места относительно боевого расписания. Внимание!» Он уже надевал форму, когда дверь с тихим шипением ушла в сторону, и в небольшую комнату на космической станции защиты колонии влетел парень, которому почти было за 30. Невысокий парень с узкими карими глазами, в котором легко угадывалась азиатская внешность. Он пробежался взглядом по помещению, остановив его на Андрее. Кирилл, а так именно звали этого парня, заговорил. «Андрюха, нападение!» Кирилл тяжело дышал, словно бежал сюда по пересеченной местности, попутно еще и выкуривая по сигарете. Андрей все еще надеялся, что это лишь очередная учебная тревога, что это часть безумного плана коменданта, который устраивал проверки при любой возможности. Но слова, раздавшиеся из динамиков, опровергли эти мысли. «Всем пилотам явиться в ангар В. Повторяю, всем пилотам явиться в ангар В». Именно эти слова означали недоброе. В ангаре В располагались лишь истребители, и в обычное время туда вход имел только обслуживающий персонал и пилоты, выполняющие патрульные вылеты. А теперь туда созывали всех. Ох, не к добру это. Накинув последний элемент формы, Андрей быстро направился к выходу. Друг лишь вздохнул и последовал за ним. На станции была суматоха. Сирена ничуть не помогала, лишь усиливала и без того не слишком слаженную обстановку. Однако в этой суматохе и неразберихе была и часть организованности. Люди в униформе пилотов двигались в одну сторону, и среди них был и Фокин. Он лавировал между бегущим персоналом, чудом не задевая никого. Нужная дверь оказалась за очередным поворотом заполненного коридора, на которой красовалась красная надпись «Ангар В». У входа стояли двое вооруженных представителей персонала станции, явно охрана. Туда пускали только после предъявления идентификационного кода. Но он не дошел до ангара несколько десятков метров, как станция содрогнулась от удара. Кто-то не удержался и упал лицом вниз. Более организованная часть из офицеров и пилотов лишь продолжила свое движение в сторону ангара, в то время как мирные рабочие явно начали поддаваться панике. Станция была не совсем военная, в отличие от оборонительных крепостей. Она совмещала в себе как и военные объекты, по типу крыла космических истребителей, так и простые, гражданские. Отчего на станции присутствовал не только военный персонал. Все смешалось в одну картину безумного художника. Его сбил с ног гражданский. Андрей с трудом поднялся, быстро осмотревшись. В голове творился полный бардак. Он пока не мог понять, кто напал, зачем и почему именно сейчас. Все эти вопросы метались в голове пилота, оставаясь без ответа. Свет потускнел. Станция перешла в аварийное состояние. Значит, повреждения были довольно серьезные. Бойцов у входа в ангар уже не оказалось. Теперь Андрей уже бежал в сторону входа, дверь которого была наполовину открыта. Видимо, механизм вышел из строя после попадания. Но проем был достаточен, чтобы пилот смог протиснуться. Здесь все оказалось куда хуже. Именно сюда и попал неизвестный противник. Части обшивки разнесло к чертям, истребители либо сгорели, либо болтались в вакууме. Однако мерцающее силовое поле быстро накрыло собой поврежденный участок обшивки, восстанавливая хоть какую-то целостность. Но это уже мало что давало. Андрей стоял так несколько секунд, пока взгляд не зацепился за фигуру под обломками. Он быстро приблизился к пострадавшему и принялся откидывать в сторону обломки, помогая встать парню. Кажется, это был Джон из Альянса. Только сейчас он понял, что все это время он был в тишине, и только сейчас стали возвращаться звуки.
Треск электричества, стоны раненых и снова вой сирены и слова, звучащие из динамика. «Всем пилотам! Немедленный вылет! Красная тревога!» Андрей осмотрелся. Более или менее целыми остались истребители в дальнем углу ангара. Именно туда уже двигались несколько человек, по всей видимости, пилоты. Он не стал медлить и направился туда и сам. Там открылась новая печальная новость. Эти истребители не были готовы к вылету. И их в спешке снабжали оружием и припасами. А еще оказалось, что пилотов меньше, чем самих машин. Остальные либо были уже мертвы, либо не способны управлять ими. Андрей заметил знакомого механика, что командовал группой таких же чумазых парней. Те как раз снаряжали истребитель к вылету. «Макс, где пилот?» Механик оторвался от командования и обернулся на крик. Увидев перед собой Андрея, он быстро его осмотрел и махнул рукой. «Ты пилот, прыгай, только сразу говорю, комплект боеприпасов минимален». Сказав это, Макс словно забыл о Андрее, вновь вернувшись к своему занятию. Фокин не стал особо заставлять себя ждать и довольно быстро оказался в кресле пилота. Машина ожила, замигала экранами и индикаторами. Пилот стал проверять системы. Было несколько неисправностей, с которыми в обычное время он бы даже не подумал лететь, однако сейчас он их просто проигнорировал. «Готово, взлет разрешен». И снова не так, как положено. Взлет разрешил механик, а должна разрешить вышка. Но сейчас это не имело значения. И к черту подобную формальность. Крыша кабины с тихим шелестом опустилась, а затем на дисплее зажглась надпись «Герметичность восстановлена». Двигатели работали штатно. Минимальный комплект боеприпасов также присутствовал. Огромная часть стены ангара стала стремительно опускаться, и в открытый космос уже вылетели несколько машин. Следом за ними вылетел и Андрей. Вот и открытый космос, который озарялся сотнями вспышек. Здесь шел бой, несколько защитных станций были уничтожены. Еще несколько смогли выпустить истребители, другие, видимо, не были на это способны. Система взвыла тревожным сигналом, его взяли на прицел. Не теряя ни секунды, он крутанул штурвал, уходя в сторону. Фокин стремился покинуть зону атаки. «Рик-12, прием! Говорит Рик-4!» В наушнике раздался голос неизвестного пилота. По-видимому, находился он недалеко, раз заметил Андрей. Он щелкнул определенным тумблером. «Рик-4, принимаю вас!» Андрей наблюдал, как слева от него вспыхнул очередной взрыв, и самое страшное — это была его станция. Не сейчас, не стоит поддаваться панике. Он развернул машину в сторону, где вовсю шло сражение. «Отлично, я капитан Маир. Слушай и запоминай, пилот. Противник слишком быстро передвигается. Не допускай его к своей спине. Старайся маневрировать». Вспышка где-то внизу, и сигнал затих. Плохо очень. Если уж капитан сел за штурвал. Неужели вот так просто будет потеряна колония? Радар засек несколько неизвестных кораблей, по всей видимости, вражеских истребителей. Они появились неожиданно, словно вынырнули из пустоты. Он скорее инстинктивно нажал на пуск нескольких ракет, что устремились к целям. Те ушли вверх, если вообще в космосе есть такое понятие. Вспышка рядом, истребитель содрогнулся. Тут же системы сообщили о попадании. Не особо значительный, поэтому он не обратил на это внимания. Он увеличил скорость, начав маневр, надеясь, что это поможет ему спастись. Рядом вновь несколько раз что-то вспыхнуло. Бортовая система яростно завопила, предупреждая пилота о том, что подобное обращение с техникой не входит в общий регламент. Черт! Истребитель был на грани. А еще стало понятно, что противник намного быстрее. Впереди система зафиксировала обломки от орбитальной станции. План, что зародился в голове Андрея, был равен безумству. Но именно он мог спасти ему жизнь. Машина с легкостью повернула в нужную сторону. Двигатели работали на максимум, однако ощущалась нехватка скорости. Мощность двигательной установки уступала вражеским. Бортовой компьютер стал сообщать об опасности маневра.
и требовать передачи управления автопилоту. Это раздражало. Технологии невероятно продвинулись, и, по сути, уже и пилоты не были особо нужны в кабинах машин. Все выполняла техника. Однако именно в таких моментах нужен был человек, что мог принять другое решение. Андрей вырубил назойливую систему. В космосе нет тех ощущений, что испытывали пилоты в далеком прошлом. Нет понятия воздушных ям, нет ощущения вибрации. Отчего понять, что что-то пошло не так, довольно сложно. Но для этого есть система, что и была выключена пилотом. В мирное время подобное могло привести к долгим разбирательствам и даже к трибуналу. Но сейчас лишь радар улавливал обломки, и их количество росло с каждой секундой приближения. Пилот сжал рукоять управления, не сводя взгляда с радара. Автономная боевая система не зависела от основных систем и работала вне зависимости от функциональности основной. Вот почему выводимые данные с радара уменьшились на экране, а свободное место заняла информация о том, что только что по нему был дан залп. И если бы это был истребитель, нет, в него стреляли из орудия мощнее, и скорее всего он лишь оказался на линии огня. «Черт!» Он резко попытался уйти в сторону, стремясь уйти и от преследователя, и от возникшей угрозы орудий. Но уже слишком поздно. Безумный план скрыться в обломках станции стал для него ничем иным, как ловушкой. Несколько обломков ударили по корпусу, легко пробивая его, а один и вовсе сорвал верхнюю часть кабины. Благо, обломок не задел парня. Предупреждающие огни вспыхивали один за другим. Притяжение планеты играло сейчас не на руку пилота, но к этому добавилась еще одна проблема. Два огромных луча прошли в близости от истребителя, ударив в атмосферу планеты, отчего казалось, будто та вспыхнула. Луч не просто прошел рядом, его импульс напрочь отключил всю электронику, и крохотный истребитель стал неумолимо приближаться к планете, что секунду назад приняла на себя мощь неизвестного орудия. Гибель от попадания не самое страшное. Гораздо хуже сгореть заживо в атмосфере. Конечно, на колонии Марка-3 атмосфера значительно отличалась от земной, но даже ее хватило бы с лихвой, чтобы превратить в уголь неподготовленный к такому истребитель, а уж с открытой кабиной. Каковы шансы? Даже в этом будущем, когда земная технология достигла огромных высот, даже сейчас выжить после такого не мог никто. Вот и Андрей не надеялся на спасение, хотя всячески пытался уйти от такого исхода. Удивительно, как он не терял контроля. Кто знает, он просто делал все, чтобы вернуться в сражение, туда, где его соратники отдают жизнь. Их застали врасплох, атаковали неожиданно, не давая им шанса ответить. Это была не особо честная война. Яркая вспышка. Она стала предвестником того, что еще одна орбитальная станция пала. Выхода не было. Единственный шанс — это оставить безнадежный истребитель. Андрей положил руку на кнопку катапультирования и нажал. Мощным толчком его выбросило вверх. Хотя где есть верх и низ в космосе? Боевой костюм пилота тут же начал вещать о бедствии, а тело пилота погрузилось в подобие анабиоза. Это позволяло не погибнуть и дождаться помощи, а она могла прийти и спустя дни после сражения или вовсе не прийти. Его медленно вращало, постепенно открывая картину сражения. Они проиграли, и помощи ему уже неоткуда ждать. Обломки орбитальных станций. Что может жалкая эскадра истребителей против полноценного флота? Ничего. Даже не будь флота, истребители врага куда быстрее и крепче, и, главное, маневреннее. Огромные исполины кораблей противника медленно вспыхивали мириадами выстрелов. Лучи ударяли в атмосферу планеты, которые сжигали ее, превратив в адское пекло. Боже, это не война, это геноцид. Они пришли не сражаться, они пришли уничтожать. Мысль, словно острый гвоздь, вонзилась в сознание, прежде чем глаза закрылись.
Последнее, что он увидел — очередную вспышку атмосферы. Глава 2. Пробуждение. Яркий свет. Это, пожалуй, первое, что увидел Андрей, приходя в себя. Он проникал даже сквозь закрытые веки. А затем пришла острая боль. Казалось, тело разрывалось на сотни частей. Первая мысль, которая посетила уже очнувшийся разум. Так не должно быть. Он отлично помнил нападение на колонию Марка-3 и то, как он видел ее уничтожение. Эти воспоминания вспыхивали в его разуме, словно они были напрямую связаны с болью. Он попытался открыть глаза, но чертовы веки были свинцовыми. А открыть их удалось не сразу, спустя несколько минут и попыток. Андрей осмотрелся. Помещение очень напоминало собой медицинский отсек, но были отличия от знакомых ему. Он не мог сразу сказать, какие именно, но они были. Попытка подняться также не увенчалась успехом. По крайней мере, удалось это значительно позже. «Да чтоб тебя! Как же плохо-то!» – тихо проговорил он. Разум стал проясняться, подбрасывая последние воспоминания, заставляя вспомнить ощущение боя и действовать быстро. Тело, наконец, стало слушаться, и он, поднявшись, направился к двери. Та с тихим шелестом отъехала в сторону, а сам Андрей оказался в темном коридоре. Ничего и никого. Коридор не освещался вовсе, лишь часть света падала из помещения, откуда он только что вышел. Обычно людей здесь больше. «Эй, есть кто?» Типичное поведение всех героев, когда не знаешь, кто в темноте прячется, обязательно его позови. И неважно, ударит ли это кто-то ножом тебя или чаем напоит. Однако голос Андрея подействовал. Загорелся свет, сначала приглушенный, а потом более яркий. «Вас приветствует бортовой компьютер. В отсутствии членов экипажа и более старших по званию вы получаете статус капитана и получаете доступ к системам корабля. Рад приветствовать». Мягкий голос прозвучал отовсюду. Однако сказанное компьютером ввело Андрея в ступор. Капитаном? В отсутствии экипажа старше по званию? Что за чертовщина творится? Лампы замигали и погасли, но тут же свет сменился на красный, и голос заговорил вновь. «Внимание! Обнаружена угроза. Неопознанный корабль вышел из гиперпространства в зоне обнаружения. Внимание! Боевая тревога! Всему экипажу занять свои места. Внимание! Тревога! Всем членам экипажа занять свои места». Андрей ожидал, что по коридору начнут бегать люди, начнется отдача четких приказов. Но нет, в ответ не было ни звука. После сообщения бортового компьютера не последовало ровным счетом ничего. Может, на мостике есть люди? Мостик. Почему он сразу об этом не подумал? Строение кораблей земного флота было одинаковым, что у российского флота, что у Альянса Америки. Это позволяло в случае надобности производить ремонт любого судна в любых условиях, а значит, мостик был на палубу выше, а лифт находится в нескольких десятков метров влево от медблока. Туда и последовал Андрей. Идти было еще крайне непривычно, а тело отдавало болью, так, словно мышцы годами не двигались. Дойдя до лифта, он услышал новое обращение. «Внимание! Экипаж не обнаружен. Переход к автономному управлению, включение протокола защиты. Начать маневр. Маневр невозможен. Повреждение главного двигателя. Начать протокол «Хамелеон». Переход в режим полной невидимости». Свет погас в то же мгновение, а гравитация отключилась. Андрей оторвался от пола и завис в воздухе, все еще не понимая, что здесь происходит. Никто не реагировал, никого не было слышно. Главное, корабль действовал полностью автономно, что возможно только в случае, если экипаж не способен продолжать им управлять. А такого на его памяти еще не было в истории флота. «Спокойно, Андрюха. Надеюсь, ты во всем разберешься». Вдох и выдох. Он ударил рукой по панели управления лифтом, но та не отреагировала.
Кажется, протокол предусматривал превращение себя в космический мусор, дабы не быть обнаруженным. Выходит, что он застрял. Прошло минут 10, прежде чем гравитация вновь вернулась, и он силой рухнул на пол. Свет стал приглушенно белым. Боевая тревога отменена. Протокол завершен. Поднявшись с трудом и тихо матерясь, он вновь ударил по панели лифта. На этот раз дверь с тихим шелестом отъехала, впуская Андрея в помещение. Еще пару манипуляций с панелью, и лифт плавно поехал вверх. Спустя 2 минуты он уже стоял на мостике, а его дыхание перехватило. Экипаж, он никуда не делся, все сидели по своим местам, там, где их и застала смерть. Их тела были мумифицированы, а причины их гибели были непонятны. Он подошел к креслу капитана и посмотрел на его тело. Именно бейджи униформы гласило «Капитан Антон Петреску». Но что произошло с этим кораблем? С людьми? Он выдохнул и вытащил тело капитана, занимая его место. Коснувшись пальцами по панелям на подлокотнике кресла, он вывел голографический экран перед собой. «Приветствую вас, временно исполняющий обязанности капитана». Андрей отмахнулся от приветствия, выводя на экран записи. «Какого? Что за... Быть не может!» Он пробыл в отключке около 60 лет, что было просто невозможно, да и нереально. Однако, решив во всем разобраться, он вывел на экран последнюю запись капитана. На экране появился мужчина лет 30, брюнет. Он выглядел чертовски усталым. С момента вторжения в нашу колонию и начала войны прошло уже 10 лет. 10 чертовых лет тупой бойни. Сегодня нам поставили задачу прорыва кольца блокады вокруг Солнечной системы. Уже 3-ю попытку. Черт, как же я устал. Так вот, попытка прорыва блокады и попытка достигнуть Земли. Связь с Землей вот уже несколько месяцев потеряна. Но мы надеемся на то, что... В общем, кого я обманываю? Они уничтожили колонию за колонией, и я не думаю, что Земля избежала своей участи. Черту все. Капитан корабля «Перун», Антон Петреску. Запись оборвалась. Андрей сидел в кресле, не веря своим ушам и глазам. А сами бы вы поверили? Земли нет. Нет тех, кого любишь. Нет тех, кого ненавидишь. Нет своей родины. Нет своей планеты. Нет ничего, только ты и космос. И где-то там враг. Он дрожащей рукой провел по панели, выводя на экран системные данные. Корабль «Перун» класса эсминец. Целостность корпуса на момент запроса 56%. Вышли из строя главный двигатель. Система гиперпрыжка готова к использованию. Внимание! Рекомендуется разогнать корабль до около световой скорости перед входом в гиперпространство. Он слушал доклад компьютера. Одно лишь оставалось тайной. Как он сюда попал? Поискав в записях системы, он обнаружил нужную и запустил. 27 дней назад был зафиксирован сигнал пилота Андрея Фокина в зоне обнаружения. Экипажем не было принято никаких мер. Бортовой компьютер принял решение, основываясь на протоколах, и отправил медицинского бота. Пилот оказался жив и подобран. Он откинулся на спинку кресла. Это была случайность. Его спасла случайность. Быть того не может, но это так. И что мне делать? Что, черт побери, мне делать? Он кричал, не в силах сдержать собственные эмоции. Все это его пугало и вводило в ступор. Понимание того, что ты один на огромном корабле, что ты один непонятно в какой части космоса. Возможно, последний человек во Вселенной. Вы боялись остаться одни на необитаемом острове. А теперь представьте, вы одни во Вселенной. Не можете? И никогда не сможете понять, что испытывал Андрей, сидя в кресле и понимая эту чертову истину. Глава 3. Отчаяние. Несколько следующих дней Фокин просто пил. Да, ему удалось найти на корабле кают-компанию, а в ней некое подобие бара. Правда, сложно представить, откуда на военном корабле вообще взялся алкоголь.
Это дало возможность не сойти с ума. Мысль, что в мире нет больше никого из родных, мысль о полном одиночестве на этой консервной банке. Если бы невозможность забыться в алкогольном опьянении, то его разум бы точно сошел с ума в тот самый момент, как все стало более или менее ясно. Вот и сейчас он сидел все в той же кают-компании с бутылкой виски, от которой осталось чуть меньше половины. Он уже не особо думал о том, что ему вообще делать. Не имея нужных специальностей, он не мог починить двигатели, которые были повреждены в бою. Без них совершать прыжок из спокойного состояния значит подвергнуть себя опасности. Ведь по идее подобный прыжок мог иметь последствия, вплоть до распада корабля на части. Нужен был разгон до околосветовой, об этом говорил и искусственный разум. Тупик, да и признаться честно, Андрею не хотелось думать об этом. Очередной бокал виски был опустошен. Откинувшись на спинку мягкого дивана, что был встроен в стену корабля, Фокин посмотрел перед собой. Стоит немного обратить внимание на обустройство кают-компании. Она представляла собой довольно просторную комнату, точнее каюту, по центру которой стоял стол, а у 3 стен диваны, что заменяли собой стулья. А вот 4-я стена сплошь состояла из мониторов. Кают-компания часто использовалась и для проведения совещаний офицеров корабля. И на мониторах в данный момент крутилась запись сражения Перуна. Это была последняя запись в судовом журнале, но она никак не проясняет смерти экипажа, как, впрочем, и то, где они оказались вообще. То, что Андрей неизвестно каким образом смог не умереть после атаки на колонию и пробыть в космосе около 60 лет до момента, как его подобрал дрейфующий корабль его же планеты, было безумством. Это не укладывалось в голове, но это было так. Конечно, вопросов от этого меньше не стало. Сами посудите. Он отлично понимал, что воздуха в его скафе, даже с учетом состояния, в которое вогнала система, хватило бы на 2 дня. Но не на десяток же лет. Еще один вопрос в копилку. Следующая странность – смерть экипажа Перуна. У Андрея был на этот счет лишь одна идея – разгерметизация. Хотя и здесь вопросов было очень много. В общем, куда ни плюнь, одна глубокая черная дыра. Простонародье, именуемая задница. Жопа. Вот здесь ты прав. Полная жопа. Отложив пустой стакан, Андрей поднялся и, шатаясь, направился к выходу. Дверь с тихим шелестом отъехала, выпуская пилота в коридор. Системы корабля были в режиме экономии. Это ощущалось по тому же освещению. Оно работало только в момент, когда он оказывался в нужном помещении. Вот и сейчас свет в коридоре заработал только после его появления в нем. Нужно поспать. Шатаясь, наш герой побрел в каюту капитана. Кстати, о команде и капитане. Андрей в тот же день провел своеобразную церемонию погребения, отправив тела в их последнее путешествие. Что поделать, по-другому он поступить просто не мог. Добравшись до каюты, он просто сразу же вырубился. Проснулся он спустя 2 часа с той еще головной болью. Но, как ни странно, с планом, как ему быть. Конечно, отчаяние никуда не делось, оно все так же давило на разум, пытаясь свести с ума. Только вот боль от похмелья отлично глушила это чувство. Спустя некоторое время он уже восседал в кресле капитана, изучая различную информацию, что любезно было выведено ИИ на экран. Предупреждение: целостность корпуса лишь 56%. Для гиперпрыжка рекомендуется достигнуть около световой скорости. ИИ, как всегда, выполнял свою работу, предупреждая экипаж о том, что их попытка совершить прыжок с места может быть фатальной. Только у Андрея тупо не было выбора. Не имея возможности совершить ремонт двигателей, ему оставалось только рискнуть. Да знаю я, железяка драная, хватит мне об этом сообщать каждые 2 минуты. Мало того, что его голова раскалывалась от выпитого, так еще и этот с железными мозгами надоедал каждые 120 секунд. Но вырубить ИИ было бы ошибкой. В отличие от системы его истребителя,
Эта махина отвечала за все, в том числе и за расчет прыжка. Благодаря именно ИИ и была возможность даже ребенку справиться с управлением. Произвожу расчет точки прибытия. Солнечная система, планета Земля. Внимание! По данным, планета находится в блокаде вражеских сил. Андрей вздохнул. Ага, лет 60 назад, может, и была. Сейчас пока неизвестно, что вообще там творится, но всегда есть славная авось. Вот и сейчас он действовал больше по наитию, чем с определенным планом. Расчет прыжка окончен. Требуется разрешение капитана. «Разрешаю, чтоб тебя», — зло проговорил пилот. «Прыжок. Вы когда-либо ощущали себя вымотанным после тренировки, когда каждая часть вашего тела отдается такой болью, что и двигаться невозможно? Вот примерно так же себя ощущал и Андрей после выхода из прыжка. Хотя нет, в сотни раз хуже. Некоторое время он не мог понять, где он находится. Видимо, это было то самое последствие от прыжка с места. Но, к счастью, больше последствий не было. Когда разум уже более или менее прояснился, первым делом он же вывел изображение сенсоров на экран. Признаться, он надеялся до последнего. Мол, прилетит он в родную систему и окажется, что все хорошо. Что его миру ничего не грозит. Но нет. Мечты рухнули в тот же момент, как только экран стал транслировать изображение. Земли не было. На ее месте был новый пояс из астероидов и одинокая Луна. Спутник Земли все так же продолжал свое вращение, но с явным отклонением от своей старой орбиты. Скорее всего, рано или поздно Луна также будет уничтожена. Завораживающая и ужасная картина. Пустота. Именно это оказалось в душе пилота, чья призрачная надежда разбилась на сотню мелких осколков о настоящую реальность. Андрей закрыл лицо руками, сжимая зубы до скрежета в немое отчаяние. Где ближайшая населенная планета? Проложить новый прыжок. Глухой вопрос последовал спустя минут 5 после молчания. «Есть, капитан». Ощущения повторились вновь. Боль во всем теле, и несколько минут не было возможности даже пытаться соображать. Но это было даже к лучшему. Андрею нужно было немного перевести дух, особенно после увиденного. Судя по данным, он оказался в небольшой системе в сотнях световых лет от Солнца. По тем же данным, здесь 60 лет назад была колония торгового альянса, содружества инопланетных рас. Точнее, двух рас, которые хоть и были похожи на людей, но общего с ними ничего не имели. Его появление не оказалось незамеченным, система была обитаемой. И это хорошо. Ему требовалось многое сделать. Очень многое. Неизвестное военное судно. Назовите себя и цель прибытия в систему. ИИ услужливо вывел сообщение и перевел его на нужный язык. Хотя это и не особо требовалось, так как тот, кто обращался к Андрею, вел с ним беседу на галактическом языке. Подобный язык уже давно существовал в звездном мире, еще до появления человека в этом содружестве, и, скорее всего, будет существовать и после. Андрей откинулся на спинку кресла и нажал на панель. Даже если он последний человек, это не означает, что пора забывать о том, что он военный. Говорит военное судно земного флота «Перун». С вами на связи капитан корабля Андрей Фокин. Прибыл в систему для возможного ремонта. Его голос звучал спокойно, без эмоций. Только где-то в глубине его души билось отчаяние, что так и не покинуло его разум. Молчание от диспетчера длилось непростительно долго, хотя он отлично представлял, какую реакцию вызвало его сообщение. Еще бы, уничтоженная цивилизация, от которой не было сведений вот уже почти полвека, хотя по космическим меркам это сущая крупица времени, вдруг появляется в системе, да еще и называет себя кораблем несуществующего флота. Молчание длилось еще минут 5, пока тот же голос не обратился к капитану. «Повторите». Он невольно усмехнулся, ситуация и правда позабавила.
«Я капитан военного судна земного флота, капитан Андрей Фокин, имя судна Перун», — повторил пилот. Минута, другая. Это уже начинало раздражать, но, наконец, опять тот же голос заговорил. «Принято. Вам разрешено находиться в системе и посадка на планету Муран». «Только у меня будет к вам одна просьба». «Слушаю». «Мне необходим буксир к вашему доку». «Буксир выслан к вам. Ожидайте». А что еще оставалось? Ожидать. Ну и еще подумать, откуда взять денег на ремонт этой громадины. То, что это будет недешево, сомнений почему-то не было. У Андрея рождался план того, что он будет делать дальше. Глава 4. Мертвые не умирают. Как-то давно его дед сказал одну фразу. Фразу, что настолько засела в голове Андрея, даже сейчас, спустя столько лет, он не забыл эти слова. А ведь тогда ему было от силы лет 5, а то еще меньше. В тот момент дед и отец вели беседу, сидя на крыльце дачи. Андрей не помнил, о чем была беседа и что именно привело к этой фразе, но он ее запомнил. Дед тогда повернулся к отцу и, посмотрев тому в глаза, произнес: «Мертвые не умирают». Что это значило, почему это было сказано, он не помнил. Но сейчас, сидя в кресле космического корабля, он вспомнил слова деда. «Мертвые не умирают». А ведь так оно и есть. Он мертвец. Мертв его дом, мертва его планета, мертвы его родные. Мертвецы не могут умереть, ведь они уже не живые. Он живой мертвец. От таких мыслей на лице парня появилась усмешка. Странная усмешка. От печальных мыслей его оторвал сигнал ИИ, что сообщил о приближении чужого корабля и посоветовал нанести примитивный удар. «Да успокойся, сраная железяка. Свои это». Он вздохнул и позволил буксиру приблизиться. Путь до околопланетного дока занял где-то полчаса. За это время с ним никто не связывался. Впрочем, оно и не удивительно. Когда же Перун пристыковали к доку, Андрей уже стоял в шлюзовом отсеке, ожидая одобрения от систем корабля. «Давление стабилизировано. Уровень кислорода допустимый. Экипажу разрешено покинуть корабль». И двери открылись. Вот тут-то и стало понятно, что все было не так просто, как казалось всего полчаса назад. Черные фигуры стояли точно за дверями, и в Андрея уставилось не меньше десятка стволов. То, что это было именно оружие, сомнения не было. Приплыли. Он поднял руки и слабо улыбнулся. «Тихо, парни, давайте не будем нервничать». А потом все завертелось. Его уложили на пол. Он просто не успел понять, когда и кто так ловко впечатал его в железный пол. И это все молча, не произнеся ни слова. Как только Андрея разоружили, его повели по коридорам. Куда? Да кто их знает? Сам Фокин понятия не имел. Он никогда раньше здесь не бывал. Это была небольшая комната, метров 10 от силы. По центру комнаты стоял стол, пару стульев и все. Серые стены, одинокий блок свечения на потолке. Пожалуй, в 21 веке такие помещения исполняли роль допросной, но Андрей не сомневался, что и сейчас было так же. Вот уже 20 минут он сидел за столом и с раздражением постукивал пальцами по пластиковой поверхности. И никого больше. Черные завели его сюда и куда-то свалили. Но вот дверь, что была неотличимой частью стены, отошла в сторону, и в помещение вошел мужчина. Точнее, его можно было бы отнести к земному мужчине, но отличия были. Первое и самое важное отличие — размеры. Он был как два Андрея в ширину и 1,5 в высоту. В Древней Руси его бы обязательно окрестили богатырем, а в Древней Греции он бы столкнул с пьедестала Геракла, занимая его место. Второе отличие – глаза. Их было целых 4, точнее 3. Один глаз у мужчины отсутствовал, через пол лица проходила глубокая борозда. Шрам был впечатляющий, но, видимо, мужчина не слишком его стеснялся. По всей видимости, это была его гордость. Так вот, этот незнакомец бросил на Андрея заинтересованный взгляд, хмыкнул, после чего прошел, точнее сделал всего шаг и уселся на стул напротив, заняв собой почти всю половину комнаты.
Андрей узнал в мужчине представителя расы Фариан, что была частью торгового альянса. Ну что же, хоть что-то было вполне обычным. Представитель торгового альянса прокашлялся и положил перед собой электронный планшет. «Итак, меня зовут Арифис. Можете называть меня просто Ари. Я, как вы уже поняли, представитель торгового альянса и по совместительству главный исследователь станции Фирис, что находится на орбите планеты Муран. А вы, следуя вашим же словам, Андрей Фокин, командир военного корабля космических сил Земли. Я все верно озвучил?» Задав вопрос, он тут же посмотрел на Андрея, ожидая его реакции. Фокин на мгновение задумался и кивнул, проговорил. «Почти. В одном вы ошиблись. Я не капитан, а временно исполняющий обязанности капитана на военном корабле «Перун», класса эсминец». Арифис кивнул, что-то быстро набрал в планшете, после чего вновь посмотрел на Андрея. Он смотрел внимательно, все его 3 глаза словно заглядывали в душу. Но Фокин был совершенно спокоен, так как и следовало мертвецу. Никаких эмоций, никаких чувств. Следователь кашлянул и вновь заглянул в свой планшет. Что-то там прочитав, и вернул свой взгляд на Андрея. «С вашим статусом мы определились. Теперь давайте определимся с тем, как вы здесь оказались. По нашим сведениям, ваша материнская планета Земля была уничтожена во время военного конфликта с расой Ариан. Из всего населения Земли не уцелел почти никто. Земной флот был почти уничтожен во время войны, а его остатки вскоре исчезли сами собой. Последний зафиксированный контакт с представителями Земли были...» Здесь мужчина вновь заглянул в свой планшет, нахмурив брови. Он пытался выудить нужную информацию. Когда ему это удалось, он прокашлялся и продолжил. 9 лет 4 месяца. 22 дня назад. Следователь отложил планшет и посмотрел на Андрея. Тот был опустошен. Еще одна надежда была полностью разбита в пух и прах. Он и правда почти что остался один. Фокин поднял взгляд на следователя, и в этом взгляде не было уже ничего. Мертвые не умирают. Возможно, это и так, господин следователь. Но, как вы видите, я человек. И корабль у меня такой же, человеческий, если можно так сказать. А значит, последний контакт с представителем Земли у вас происходит прямо сейчас. Вы хотели спросить, как я здесь оказался? Откуда я? Что же, я не знаю, как и почему. По всем параметрам и всем реальным физическим, химическим и прочим наукам я должен был умереть еще 60 лет назад. Тем не менее, я жив. Более того, я был подобран земным кораблем, и вот я здесь. Это все, что известно мне. Я пилот истребителя, служил на колонии Марка-3. Во время боевого столкновения я был подбит, катапультировался. После очнулся спустя 60 лет на Перуне. Все. Андрей вздохнул. Все как всегда. Куча вопросов и нет ответов. Мало того, что сам он не мог дать ответы на эти вопросы, так теперь еще и исследователь интересовался тем же. Арифис слушал, не перебивая, давая возможность своему собеседнику сказать все, что тот хотел, при этом умудряясь и заносить слова Андрея в свой планшет. Глупо, если подумать, можно было просто включить запись голоса или видео и не париться. Тем не менее, Арифис делал это в текстовом варианте. Впрочем, это не было заботой Андрея. «Хорошо, я вас понял. Вы сами не знаете всего. Хорошо. Так». Оторвавшись от планшета, Арифис посмотрел на своего собеседника. «Война окончилась разгромом Земли. Думаю, вы это поняли. Арианцы не пошли дальше. Никто не знает почему. Думаю, вам это интересно знать. Так вот, единственное условие, поставленное арианцами, это документирование всех контактов с землянами и сдача всех, с кем происходит контакт в посольство Арианы, где все земляне будут утилизированы. Попытка укрывательства землянина – объявление войны. Помощь землянину – объявление войны. Спасение землянина – объявление войны. Мы, торговый альянс, придерживаемся этого договора и передаем всех землян. Вы будете переданы послам Арианы. Я обязан вас об этом уведомить». «Ну, зашибись. Приплыли».
Андрей с силой сжал кулаки, что были под столом, поэтому это действие осталось незамеченным для следователя. Вот и конец. Вот так просто. Впрочем, Фокин понимал торговый альянс. Всего в паре сотен световых лет стоит памятник попытки сопротивляться. Земля, которой нет. Да и своя рубашка ближе к телу, так что неудивительно. Страх. Одна из сил, что движет жизнью в природе. А страхом здесь пахло все. Торговый альянс боялся арианцев. Боялся жутким, почти что звериным страхом. И было чего. Ариан доказал, что способен уничтожить целую расу. И Андрей до сих пор не знал, что именно послужило причиной для войны. Почему такая ярая ненависть к людям и земле? Впрочем, в истории Земли хватает похожих моментов. Гитлеровская Германия, наполеоновские войны, завоевание Америки – все это не имело смысла, но каждая война была построена на ненависти к тем, кто не такие, как они. Но почему люди? Неужели раса, что совсем недавно по космическим меркам вышла в космос, смогла так насолить? Вопросов стало значительно больше. Нет, их стало в сотни раз больше. Фокин вздохнул. Конец или нет, но все же ему удалось что-то узнать. Он посмотрел на следователя и заговорил. «Я понимаю. Страх – страшная сила. Простите меня за тавтологию. Но у меня вопрос. Почему? Почему арианцы так ненавидят мою расу?» Арефис задумался. Казалось, вопрос и вправду был для него не из простых. По всей видимости, он также об этом думал. А может, и пытался узнать. В любом случае, он молчал несколько минут. Казалось, вопрос и правда застал его врасплох. Но вот три его глаза посмотрели на Андрея. «Я честно не знаю. У меня лишь теории и предположения. Они не отвечали на эти вопросы. Никогда. Они их просто игнорируют. Но одно ясно. Воевать и уничтожить других они не хотят. И не собираются. Но они выполняют обещания. Помните, я говорил о последнем контакте? Это было на одной из наших планет. Тогда в систему вошли 3 ваших военных корабля. Губернатор решил, что давний союз с Землей был важнее, нежели угроза арианцев. Так вот, спустя 2 дня после прихода кораблей в систему вошел флот арианцев. Планеты не стало в течение часа, вместе с вашими людьми и нашими. Они сказали, что это было первое и последнее предупреждение. После этого мы не собираемся нарушать договоренностей. Что же, я думаю, пора заканчивать нашу беседу». Арефис встал и, слегка поклонившись, направился к выходу, а вскоре и вовсе покинул комнату. Ну вот и все. Вот так просто закончится странствие Андрея Фокина, пилота, что должен был умереть 60 лет назад. Да фиг там. Мертвые не умирают. Правильно, дед? А если умирают, то явно не так. За ним пришли примерно через 20 минут после того, как Арефис покинул комнату. Это были все такие же черные бойцы. По всей видимости, дроиды, а может, просто хорошие наемники. Они опять не говорили ни слова. На этот раз обошлось без заламывания рук. Андрея просто повели через коридоры в сторону доков. Это стало понятно тогда, когда Фокин увидел Перуна в обзорном окне. Сейчас или никогда. Андрей замедлился. Черные отреагировали вполне обыденно. Один сделал шаг, намереваясь подтолкнуть Андрея в спину. Но тот не ожидал, что его цель вдруг развернется и пнет его в грудь, перехватывая винтовку, которая была в руках. Именно это он и сделал. Это сработало. Оружие оказалось у него, а противник сделал пару шагов назад. Второй черный отреагировал почти в тот же момент, только беда в том, что первый конвоир оказался в его зоне огня. А вот Фокину было плевать на то, кто в его зоне огня. Он упал на одно колено, вскидывая необычную для себя винтовку, и нажал на спуск. Затрещало. Треск был странным, так не стреляет огнестрел или игольники, что были распространены в невесомости. Нет, здесь явно было что-то другое. Впрочем, Андрею было плевать. Черные задергались, а потом оба завалились на пол. Все, конец. Звук сирены заставил дернуться. Кажется, его побег не был таким уж и тихим. Выматерившись, Андрей вскочил и, что было сил, рванул в сторону шлюза, который связывал док и Перуна.
За его спиной, там, где остались двое конвоиров, раздался топот ног. Много ног. На этот раз ему не взять неожиданностью, а один против кучи обученных бойцов. Нет, это вам не фильм, где один бравый вояка убивает всех злодеев и уходит, не оборачиваясь на взрыв. Единственный шанс – добраться до Перуна. Шанс, что на его борту нет этих черных, что ему удастся вырваться из этого места. Вот и нужный шлюз. Удар по сенсору и... красный экран. Шлюз заблокирован. Ну, конечно, какой дебил оставит открытыми шлюзы, когда преступник убегает? Правильно, именно дебил и оставит. Андрей взвыл, так как воют загнанные охотниками в ловушку волки. Обреченно, болезненно. Дверь отозвалась гулким звуком после удара по ней рукой. Не, это точно не поможет. Андрей слышал, как со стороны центра по коридорам в его сторону бегут. Звук эхом отражался от стен. Ну что же, вот это и есть конец. Фокин развернулся в сторону, откуда он пришел, поднимая оружие и готовясь по факту принять свой последний бой. Все равно умирать, так почему не выбрать как? Напряжение нарастало, медленно, словно снежный ком. А вот и первый черный. Он выскочил из-за угла и тут же нарвался на очередь. Оружие издало тот же треск, что был раньше. Черный дернулся и упал. И в этот миг грохнуло. Грохнуло так, что Андрея бросило на стену, словно куклу. Дым, звон в ушах и непонимание того, что произошло. А затем он понял. Шлюз. Дверь, что вела в сторону Перуна, была разворочена взрывом, а из темных недр в сторону черных устремились дроиды. Обычные ремонтники с плазменными резаками, что тут же нарвались на плотный огонь со стороны черных. Но Андрею было на это плевать. У него появился шанс. Странный шанс, но он появился. Фокин вскочил и, прихрамывая, рванул в шлюз. А через несколько десятков секунд он оказался за броней эсминца, в некоторой безопасности. Свет в Перуне был приглушен, даже переведен в аварийное освещение. Андрей не сразу понял, что именно происходит. Но когда свист стал утихать, до его слуха дошли слова ИИ. «Активирован протокол предотвращения абордажа. Повторяю, активирован протокол предотвращения абордажа. Всему экипажу занять места по боевому расписанию. Никогда бы не подумал, что я так буду рад твоей жестяной заднице», пробурчал Андрей, быстро достигнув лифта. Еще через несколько минут он опустился в кресло и стал выводить информацию, передаваемую сенсорами. И тут же посыпался мат-перемат. Слишком много времени Андрей чухался. Перун оказался в окружении. Несколько патрульных кораблей Альянса уже приближались к Перуну с разных направлений. Всего 5. Нет, 8. Еще 3 только что вышли из прыжка в зоне сенсоров. «Эй, жестянка, каковы шансы выдержать прямое столкновение?» Компьютер не заставил себя ждать и тут же ответил. 36% удачного исхода. Предотвращая ваш следующий вопрос, попытка уйти в гиперпрыжок, если начнется обстрел, равна 12% удачного исхода. Предлагаю попытаться уйти из маневренных двигателей от преследования. Ошибка. Двигатели повреждены. Изменение алгоритмов. Предлагаю уничтожить ближайшие корабли противника и уйти в гиперпрыжок. О, ты умнеешь. Или подстраиваешься под мой стиль? Второе, капитан. Ну, неудивительно. ИИ были созданы для взаимодействия с капитаном и командой, и именно правильный стиль общения является залогом успеха. Что же, неплохо. Так, дискуссию на потом. Андрей вновь посмотрел на сенсоры. 5 кораблей уже почти на рубеже атаки, 3 еще в пути. 5 кораблей в зоне досягаемости основного калибра. Внимание! Орудия с 5 по 8 вышли из строя. Андрей выдохнул. Значит, всего 3 орудия главного калибра. Мало. Чертовски мало. В то время как у противника, хоть и не эсминцы, тем не менее перевес в огневой мощи. 36 против 12. Однозначно шансы выжить в бою выше. Тем более для прыжка нужны расчеты и время. «Подготовь расчет прыжка с места к земле». «Принято, капитан». О, железяка теперь не спорит.
Андрей даже удивленно поднял бровь, хотя она же подстраивается. «Орудие, дождись эффективного поражения и начинай обстрел. Приготовь противоракетную оборону». «Есть, капитан. Функционирует лишь 10% орудий ПКО. В случае сильного обстрела процент защиты будет неэффективен». «Ну да, как же могло быть иначе?» Андрей выдохнул. Его привлек один экран, где показывался внешний шлюз стыковки с доками. Там черные явно планировали пробить корпус и проникнуть на судно. Андрей увеличил изображение и спросил: «Это место находится в зоне поражения?» «Так точно, капитан. Пальнуть?» «Ты мне все больше нравишься, железная задница. Пальни, пусть остынут немного». Изображение не передавало звуков, но даже так это было красиво. Вспышка, а потом в разные стороны разлетелись обломки стыковочного шлюза. А еще и черные тела сливались с космосом. Красота. Вот и отстыковались. 3 корабля противника в эффективной зоне поражения. Начинаю обстрел. Корабль дернулся. Не сильно. Стабилизаторы гравитации поглотили основную волну, но это было все равно ощутимо. В это же время корабль дернулся уже куда как сильнее. Андрея бы выбросило из кресла, если бы он за мгновение до этого не вцепился в подлокотники. «Твою мать, жестянка! Что это было?» Точное попадание выстрела противника. В отличие от кораблей врага, мы представляем очень хорошую мишень. Один корабль противника уничтожен, второй получил необратимые повреждения, третий выстрел не достиг цели. Целостность корпуса Перуна 51%. Андрей выдохнул. Это всего-то после пары попаданий. Нет, пока Перун не готов к реальному бою, от слова совсем. И это не было слишком хорошо. Андрей вывел изображение 3 из 5 кораблей. Да, как и докладывал компьютер, 2 из 3. Но на подходе еще 6 кораблей. Нет, надо валить. И кажется, Андрей совершил глупость, вообще отправившись сюда. В родной Солнечной системе обязательно должны были сохраниться ремонтные базы. Их там было уйма. При этом не только на Земле. Марс, Луна, Венера. Хоть одна должна работать. Дурак думал, что старые союзники помогут. Думал. Они не бросили и не забыли, что такое долг. Наивный дурак. Что с прыжком? Рассчитан, капитан, но предлагаю разобраться с 4 кораблями противника. Предложение, конечно, супер, но вот они тоже не будут сидеть в стороне и обязательно ударят. Корабль дрогнул. А нет, ударили опять. Несколько экранов вспыхнули, сообщая о повреждении и о том, что в некоторых отсеках начался пожар. «Разгерметизировать отсеки! ADF!» «Выполняю». Пожар не может существовать в вакууме, и это было огромным плюсом. А вторым плюсом было в отсутствии команды на корабле. Андрей удовлетворенно кивнул. «Ответный залп!» «Выполняю». Перун дернулся вновь, но на этот раз, как и впервые, не сильно. Ответ достиг цели. Несколько кораблей получили удар. Однако и они успели ответить вновь. Чертовы ублюдки. Перун дернулся и заныл. Андрей отчетливо слышал скрежет металла. Нет, так долго они не протянут. «Уходим отсюда. Мы не протянем, там еще 3 корабля на подходе». «Приступаю к прыжку». И все поплыло. Опять неистовая боль и треск. Треск. Откуда треск? Свет, а затем и звук. Андрей заныл. Открывая глаза, всюду перед глазами мельтешили сигналы тревоги. Фокин дрожащей рукой вытер пот с лица. К черту эти прыжки с места! К черту! «Компьютер! Доклад!» Целостность корпуса 33%. Основные системы повреждены. Оружейные системы повреждены. Система жизнеобеспечения в режиме автономности. Ей хватит на 4 дня. Ошибка. Месяц с учетом того, что вы один на корабле. Пожар в отсеке КНУ. Тело ныло, почти ломало. Андрей с трудом встал и чуть не упал, удержавшись за кресло капитана. Он посмотрел на кучу красных экранов. «Потушить. Начать экстренный ремонт основных систем. Сканеры дальнего обнаружения в строю?» «Так точно, капитан. Да, в строю». «Попробуй отыскать хоть один ремонтный модуль. Я не верю, что все они были уничтожены».
Приступаю к анализу системы. Сообщи, когда будет результат. Я к себе». И Андрей, шатаясь, направился в сторону своей каюты. Как говорил дед, мертвые не умирают, мертвые мстят. Глава 5. Кто к нам с мечом? Но поспать не удалось. Сложно спать, когда почти каждые полчаса ты просыпаешься в холодном поту от сотни кошмарных картин. Планета в огне. Тысячи мелких кораблей противника. Огромные гиганты, наносящие удары по планете. Вот и в очередной раз Андрей проснулся от этого безумного видения. Дыхание было сбивчивое, а сердце так и стремилось покинуть грудную клетку. Выдохнув сквозь сжатые зубы, он сел на кровати и устало провел рукой по лицу. Слабый свет зажегся в части каюты, освещая капитанскую спальню. Сказать, что в ней было что-то особенное, значит соврать. Во флоте каждый метр важен, поэтому огромные роскошные жилища были только на частных яхтах. Тем не менее, капитанская каюта была одной из самых больших, вмещая в себе даже отдельный санузел с душем. Андрей встал и, слегка шатаясь, направился к противоположной стене, положив руку на панель. Дверная панель с тихим шелестом отъехала, впуская его в небольшое помещение, в котором был душ, уборная и раковина. При приближении к раковине стена напротив засветилась и стала зеркальной. Итак, на Андрея смотрел осунувшийся, небритый и заросший мужчина. Да, пожалуй, и сам Фокин не признал бы в этом типе себя. Чего уж говорить о родных. В груди предательски кольнуло, а руки уперлись в края раковины. Пальцы вцепились в металл, словно желая смять его, а на Андрея смотрел оскалившийся дикарь. Да, пожалуй, появившись он в мире во времена каменного века, обязательно сошел бы за своего. Оскал медленно стал сменяться улыбкой. Но внешним видом я точно не смогу их всех напугать до смерти. Хотя близко к этому. Хмыкнув, Андрей провел рукой по сенсору, включая и умываясь. Привести себя в божеский вид. Сложностей не было. Все, что нужно, на судне было. Поэтому вскоре Андрей вытирал подстриженные волосы и гладкое лицо. В этот момент система связи ожила, а с динамиков раздался голос ИИ. «Капитан, сканирование системы завершено. Обнаружено 2 уцелевшие верфи. На тестовой запрос ответила лишь Марс-5, находящаяся на орбите Деймоса. Крепость Марс-2 также вышла на контрольный запрос». Андрей подхватил верхнюю часть формы и тут же покинул свою каюту, направившись в сторону лифта, который ожил только при его приближении. Перун явно все еще экономил энергию, что было совершенно неудивительно в текущей ситуации. «Хорошо, железяка, сейчас буду на мостике. Выведи всю информацию на капитанский пульт». Лифт с тихим шипением и на приличной скорости понес его в нужном направлении. Лифты на кораблях не всегда несли своих пассажиров вверх или вниз. Они вполне могли это делать и в другие стороны, что в несколько раз упрощало перемещение по большим кораблям. Оказавшись на мостике, первым же делом Андрей опустился в кресло капитана, начав изучать информацию, что успел собрать ИИ Перуна. Итак, что мы имеем? На контрольный запрос отозвалась верфь на Марсе и крепость. Но есть проблема, что это лишь контрольный запрос между одним искусственным интеллектом и другим. Шансов на то, что там были люди, равны нулю. Ведь если бы там таковые были, они бы попытались выйти на связь еще в первый раз. Дела, как всегда, не лучше жопы, в которой Андрей оказался. Так, железяка, у нас 2 проблемы. Первая, мы чертовски далеко от верфи. Вторая, мы туда хер долетим. Идеи, Ватсон. Кстати, отныне ты Ватсон. Бортовое имя принято, Ватсон. Что касается нашей проблемы, единственный ненулевой шанс – это внутрисистемный прыжок. Ты предлагаешь нам совершить очередной гиперпрыжок в рамках системы? Мне кажется, или ты раньше мне все уши прожужжал, что такое смертельно опасно. Иных вариантов я не вижу, капитан. Андрей задумался. Это опять сыграть в рулетку с судьбой.
Бросить монетку в третий раз и в третий раз ожидать, что она упадет на ребро. Но черт побери, сам Андрей тоже не видел ни одного возможного варианта действий. Вздохнув, он откинулся в кресле и, смахнув очередные какие-то данные, проговорил. «Ну и хер с ним. Давай прыжок. Высчитай координаты верфи и соверши прыжок максимально близко к ней. Там уже будем разбираться, что к чему. Если выживем». «Выполняю расчет прыжка. Приготовиться к прыжку. До прыжка 10, 9, 8». Андрей выдохнул. Опять его ждет игра в рулетку, в надежде, что именно тот выстрел будет холостым. Опять волна боли и темноты, а затем вспышка сознания. Сначала понимание, что все тело болит так, словно его вывернули наизнанку, а потом собрали обратно. Арх! А затем стал появляться слух, зрение и все остальные чувства. Андрей с трудом сел ровно в кресле, прищурив глаза внимательно, смотря на экраны с данными. Прыжок совершен. Однако повторный подобный прыжок может быть последним, повреждения слишком велики. Да будто я не знаю. Что там с верфью? Обслуживающий персонал не активен. ИИ принял протокол и информацию о повреждениях. Верфь выходит из гибернации и приступает к ремонту, используя вшитые протоколы. Обожаю технологический процесс. Я бы никогда в жизни в этой херне не разобрался. Вывести на обзорный экран верфь. Экраны, что транслировали космос, моргнули, и вскоре перед капитаном была верфь, которая выглядела вполне себе целой. Она стала оживать, вспыхивая огоньками, которые весело подмигивали Перуну. Насколько знал Андрей, подобные верфи были способны на автономный ремонт в самых сложных ситуациях. Однако строить без вмешательства человека они не могли. Да и ремонт обычно проходил под надзором военных инженеров. Но где их теперь взять, этих инженеров? От верфи оставались 4 автономных буксира. Но вот один из них резко сменил курс, а потом вспыхнул яркой звездочкой. В сторону Перуна двигались лишь 3 буксира. Что это было? Скорее всего, буксир был неисправен и был уничтожен ИИ. Ну да. Времени по меркам Вселенной хоть и прошло совсем мало, тем не менее оно прошло. Да и после боя за Землю здесь никто не обслуживал уцелевшую технику, так что подобные моменты были ожидаемы. Какие прогнозы ремонта передает верфь? Ремонт займет от 3 до 6 месяцев, в зависимости от серьезного повреждения. Мат. Единственное, что вырвалось у Андрея. 3 месяца минимум. Благо на верфи можно будет пополнить и базовые потребности корабля, такие как воздух, воду и еду. Что с Марс-1? Марс-1 не отвечает. Марс-1 была самой большой колонией людей на необитаемой планете, да и по своей сути первая колония. Огромный город на экваторе Марса, накрытый огромными куполами. Самый амбициозный проект, что положил начало человеческой экспансии в космос. И вот он тоже разрушен. Конечно, надежда все еще была, но, увы, шансов на то было мало. Я могу спуститься на Марс-1? Да, используя десантный бот. Вы сможете совершить посадку на планету. Ну вот, и был небольшой план из нескольких пунктов. Первый – начать ремонт. Второй – обследовать колонию. Тем временем буксиры пристыковывались к Перуну, начав свое движение в сторону верфи, что стало открывать свои недра, словно огромный кит, желающий сожрать корабль. Скафандр ЕБК-10 расшифровывается как единый боевой костюм. Был 10-го поколения и от своих прошлых собратьев отличался большей автономностью и меньшим весом. И еще кучей пунктов. Но для Андрея, привыкшему к легкому полетному скафандру, это было самое важное. Шлем с легкостью закрылся, проецируя на щиток информацию о своем носителе и об окружении. Сам в Рио капитана устроился в пилотском кресле бота, готовя тот к полету в сторону Марса, который займет у него несколько часов. «Ватсон, как связь?» «Слышу вас хорошо, капитан». С каждым днем и Перуна все больше подстраивался под человеческое общение, отчего был уже больше похож на человека, чем в первые дни их знакомства. Сразу покинуть Перун и отправиться на Марс-1 Андрею не удалось. С момента стыковки и начала ремонта прошло уже почти 2 месяца.
Причиной того, что ему не удалось сразу пойти по делам на планету, стали рухнувшие на его плечи обязанности, которые так радостно передал ему ИИ верфи. Куча мелких дел, которые решать должен человек. И вот они затянули его почти на 2 месяца рутины. Сказать, что это Андрею нравилось, значит очень нагло соврать. Но это позволило ему погрузиться в дела, отвлечься и прийти в себя. Ремонт шел хорошо, и планировалось, что еще несколько недель, и Перун будет в боевой готовности. Отлично, держим связь. Обо всех странных моментах прямой доклад и о процессе ремонта тоже. Принял, капитан. Бот дрогнул, будучи выпущенной системой Перуна в открытый космос. Курс был проложен, и автоматика тут же направила его в сторону Красной планеты. Марс. В древности так именовали бога войны, и, пожалуй, те, кто назвал планету в его честь, не ошибся в своем решении. Кроваво-красный. Именно таким казался Марс с этой стороны планеты, словно огромный шар опустили в кровь, а затем повесили в черной мгле. Марс для Андрея не был домом. Тем не менее, он остался стоять, в отличие от Земли. Бот дрогнул, затрясся, входя в разреженную атмосферу Марса. Хоть ее, считай, и не было, тем не менее некое трение все же было, отчего бот иногда вздрагивал. Бот с легкостью вошел в атмосферу и вскоре двигался на высоте в сторону Марса-1. И то, что видел Андрей, смотря на обзорные экраны, разрушали последние надежды, которые все же оставались у него. Руины. Именно так можно описать то, что осталось от одной из самых больших колоний Земли. Фокин увел бот в сторону центральной площади, опуская его в разрушенный купол, а затем и на саму площадь. Бот со стуком опустился на разрушенную площадь, а сам Андрей вскоре покинул его. Как вам описать то, что чувствовал он? Сложно. Оказавшись на площади, первое, что он увидел, кроме разрушенных домов, это тела. Когда почти нет кислорода, а бактерии не могут развиваться, тела, пролежавшие почти 60 лет, выглядят все такими же, как в первый день своей смерти. Дети. Взрослые. Ноги Андрея подкосились, словно огромный валун рухнул на его плечи. Не удержавшись, он сделал пару шагов, рухнув на колени. В груди все сжалось. Безмолвный крик сорвался с уст парня, а руки в бессилии ударили по камню. Глаза щипало от непривычных слез. Хотелось сорвать с себя шлем, бросить его в сторону Но слишком умные системы ЕКБ не позволили совершить такой акт самоубийства. «Ненавижу! Я их всех ненавижу! Тварей, что пришли ко мне домой! Тварей, что отобрали у меня все! И тех, что делали вид, что нам друзья! Все они твари! А-а-а!» Руки дрожали. Нет, все тело дрожало. От боли, от ненависти, от бессилия. Что может сделать один человек, который остался на руинах своего дома? Пальцы впились в поверхность площади. Он может все. Ему уже нечего терять. А значит, он способен делать такие вещи, которые покажутся самым страшным для тех, кто еще способен что-то потерять. Где-то там есть еще остатки флота. Не мог он испариться полностью, даже если не выходил на связь уже долгое время. Где-то там есть та самая материнская планета этих тварей, и вот туда, вот там он превратит ее в ад так же, как это сделали они с его домом. «Капитан, в систему вошли 5 кораблей боевого флота Торгового Альянса. Еще одни твари, предавшие дружбу, построенную веками ради спасения собственной шкуры». Тяжелый выдох. «Как быстро они нас найдут?» «По моим расчетам, нам хватит мощности вводить их в заблуждение несколько дней, после чего они нас обнаружат. Перун будет готов к бою?» «В теории, капитан, но вот на практике не могу точно сказать». «Хорошо, я буду через 2 часа. Все маскировочные системы верфи в боевую готовность». Андрей встал, чувствуя опустошение. Взгляд упал на юное лицо девчонки лет 15, что безмятежно смотрело в небо без кислородной планеты. «Простите меня, я вынужден вас оставить. Но я вернусь. Вернусь, чтобы вас всех похоронить. Вы этого достойны».
Андрей резко выпрямился, отдавая честь мертвому городу и тем, кто уже пал в этой войне. Войне, что, казалось, окончилась победой противника. Но сейчас начинается новая война. Вскоре Андрей уже двигался в сторону верфи, выжимая из бота всевозможные и невозможные мощности. Бот получал и передавал информацию с Перуна, и, судя по ней, корабли торгового альянса явно пришли обследовать систему. Только вот что они искали, Андрей, конечно, догадывался. Только чтобы им найти следы Перуна, придется прочесать всю систему. А это займет время. И время сейчас самое важное. Как сказал великий древний, кто к нам с мечом, тот от меча и падет. Поиграем, друзья? Глава 6. Земляне не сдаются. Бот стремительно вошел в док Перуна, почти что на самой максимальной возможной скорости, довольно грубо опустившись на палубу. Андрей выскочил из десантной машины почти сразу, как только люк приоткрылся. На борту Перуна вовсю орали базеры боевой тревоги, а по громкой связи искусственный голос повторял только одно и то же сообщение. «Внимание, это учебная тревога. Всему экипажу занять места согласно боевому расписанию. Повторяю». Андрей поморщился. Кажется, Ватсон решил играть на публику, которой нет. Впрочем, это его протоколы, обходить их он еще не научился. «Ватсон, чтоб тебя коррозия драла! Выруби эти сирены, мы и так знаем, что мы в заднице. Только голова болеть будет». «Принято, капитан». Базеры тревоги стихли, хотя мигающий красный свет никуда не пропал. Ну и черт с ним. Хоть в уши ничто не орёт, и на том спасибо. Фокин снял шлем и бросил его на ящики недалеко от места высадки. Туда вскоре последовал и сам боевой костюм. В нем хорошо в космосе, а вот при искусственной гравитации в корабле хватало защитного костюма команды. Всего-то несколько минут, и Фокин уже стремился к лифту. Дверь с тихим шелестом закрылась, а мужчина нажал на кнопку, что должна была привести его к мостику. «Ватсон, всю информацию на дисплей капитана. Краткую сводку по предполагаемому противнику. И что там с крепостью? На связи?» «Так точно, капитан. Я имел смелость послать тестовый запрос и получил ответ. Крепость готова получать указания». Андрей кивнул, словно ИИ мог его видеть. Хотя Андрей поднял взгляд на верхний правый угол лифта, где по всем канонам было маленькое око камеры. Возможно, эта железяка и наблюдает. Он как-то не спрашивал, следит ли за ним Ватсон постоянно или вообще не смотрит в его сторону. Впрочем, сейчас это вообще играло самое последнее значение. Лифт остановился, после чего дверь ушла в сторону, выпуская Фокина в помещение. Мостик ничем не изменился, да и чем мог за такой короткий промежуток времени? Вот и правда, ничем. Андрей довольно быстро занял уже свое законное кресло, включая экраны и быстро пробегая по тем данным, что там были. Как всегда, половина из этой белиберды ему была не то чтобы непонятна, а вкрай непонятна. «Ватсон! Ну чертовый ты робот! Я сколько раз говорил, я не обучался всему этому! Упрости!» ИИ ничего не ответил, но данные на экране тут же сменились более простыми и понятными для Андрея словами и цифрами. Итак, что мы имеем? 5 кораблей в системе. 2 из них разведывательные, которые могут вполне наткнуться на них. А наткнуться они обязательно, так как Марс – одна из ключевых точек системы, значит, проверять ее будут в первую очередь. Ну что можно сказать? Мы в дерьме. Пожалуй, это бы описывало их положение как ничто лучше. Оставшиеся 3 корабля. Нет, 2. 2 корабля класса фрегат, что в несколько раз быстрее того же эсминца, к которому и относился Перун. Значит, в скорости Перун проигрывал уже. И последним был равным классом эсминец. И вот сейчас можно с большой уверенностью сказать, что ранее сказанная фраза окончательно заиграла коричневыми красками. Дальше еще веселее. Судя по данным, ремонт еще не завершен. И опять в этой куче цифр и данных черт ногу сломит. Андрей вздохнул и решил действовать по-другому. «Ватсон, что по ремонту?» Вопрос был задан, как всегда, в пустоту. И пока ИИ принялся отвечать, Андрей стал одновременно изучать отчеты систем. «Ремонт еще не завершен.
Однако основные двигатели и маршевые были восстановлены в первую очередь. Мы вполне способны двигаться. ПКО, противокосмическая оборона, восстановлены на 70%. 2 основных орудия готовы к эксплуатации на 100%. Третье лишь на 20% от заявленной мощности. Силовые щиты полностью восстановлены по левому борту, правый лишь на 10%. Носовые и кормовые не действуют вообще. Дополнительные орудия системы обнаружения восстановлены на все 100%. Ну что можно сказать, краски все сгущаются. Мало того, что против него сейчас небольшая эскадра из разведки, фрегатов и эсминца, так и сам Перун лишь частично готов к бою. Но был еще один плюс. В отличие от прошлого раза, сейчас они могли двигаться, да и щиты уже есть какие-никакие. «Верфи, приказ на отстыковку». «Капитан, знаю, это по сути сказать: «Эй, я здесь, садитесь жрать, пожалуйста». Выполняй». Перун дернулся, а затем обзорные экраны вспыхнули, передавая космос. Корабль медленно покидал лоно верфи, выходя в свет, чтобы вновь принять бой, как это делал много раз. Перун был старым кораблем, но надежнее этого коня не было уже ничего. Пальцы Андрея порхали по сенсорной панели. Еще несколько минут, и он откинулся на спинку кресла. «Крепости передать новые данные». Взмах руки, на одном из экранов появилась зеленая галочка, говорящая об успешной передаче. «Дружественные корабли переквалифицировать во вражеские. Привести боевые системы в боевую готовность». «Капитан, крепость приняла данные и приступает к выполнению протокола «Бастион». На лице Андрея появилась улыбка. Крепость, что виднелась на одном из обзорных экранов, стала оживать. Он представил, как там, на мертвой крепости, взвыли базеры тревоги, оповещая мертвую команду. Как система не нашли подтверждения от команды и перешли в подчинение ИИ, а тот, в свою очередь, подчиняться стал Перуну и, собственно, самому Андрею, как самому старшему по званию. Огромные орудия основного калибра стали поворачиваться в сторону движения противника. А тот, кстати, почти сразу принял во внимание то, что мертвая верфь и крепость стали подавать признаки жизни. Эскадра приняла боевое построение, в котором впереди шли 2 фрегата, а эсминец и разведка были позади. «Нас заметили, капитан». «Ага, вижу. Ну что, Ватсон, ты готов потанцевать?» «Готов, капитан». «Ремонтным ботам сосредоточиться на ремонте носовых и кормовых щитов. Управление Перуном передать на капитанское место. Ватсону взять под контроль боевые системы». «Выполняю». Андрей положил руки на подлокотники, где тут же зажглись множество кнопок. Конечно, это не истребитель и рядом не имеет ничего общего, но что-то да Андрей понимал. Тело дрожало от всплеска адреналина, но при этом пальцы и руки были тверды как никогда. Тяжелый выдох, а затем руки легли на панель управления. Перун пришел в движение. Старый, давно уже забывший, что такое бой, он словно рвался вперед. Доказать другим, он все еще способен сражаться. Огромный исполин, словно левиафан, двигался в сторону предполагаемого противника. В древности многие пилоты давали своим машинам имена, считая их живыми. И словно слыша это, машины всячески пытались ответить на это, защищая своих пилотов так, как только они могли. Так кто сказал, что уже имеющий имя эсминец не мог быть живым? Он дрожал в предвкушении вновь оскалить свои зубы, усмехнуться врагу и плюнуть всеми орудиями в наглые морды. Именно это ощущал Андрей в этот самый миг, когда эта невероятная махина слушалась его приказов. Эйфория, вот так можно было бы описать общее состояние всех, Андрея, корабля и даже Ватсона. «Капитан, с нами хотят связаться». «Вывести на экран». На экране вспыхнуло изображение чужого мостика, а на Андрея смотрел четырехглазый представитель Альянса. Фарианец внимательно осмотрел часть мостика и впился глазами в Андрея. «Я не советую вам сопротивляться, люди. Нам поступил приказ. Мы хотим сопроводить вас до посольства. Пожалуйста, не усугубляйте свое положение». Андрей смотрел в ответ молча, просто изучал лицо перед ним. Он не собирался сдаваться, да и зачем? За его спиной пустота. По факту нет ничего, что может удержать его от возможной смерти. Месть?
Ну, возможно. Но вот если сейчас не победить, то как победить целую цивилизацию? Вот и Андрей считал, что этот первый его бой он не может проиграть. А фиг тебе. Хочешь, попробуй. Но я сам никуда не пойду. Как там говорилось? Русские? Нет. Земляне не сдаются. Конец связи. Экран погас, отключая противника от связи, а сам Андрей стал разворачивать Перуна левым боком к противнику, беря курс в сторону крепости. Капитан, фрегаты вышли на рубеж огня. Произведен залп. В космосе вспыхнули синим цветом щиты Перуна, принимая первый удар этого боя. Ну что же, карты брошены на стол, ставок больше нет. Осталось понять, чей кон выиграл в этой игре под названием «Жизнь». Основные орудия не могли достать до противника из такого положения, но вот бортовые могли. Эсминец взвыл, словно радостный старый воин, что взял в руки меч после долгого простоя. Но этот звук слышали только те, кто был на самом эсминце, ведь космос всегда нем. Бортовые орудия ожили, поворачиваясь в стороны фрегатов, а Ватсон просто пометил нужные цели, выплескивая плазму в сторону врага. Противник принял удар так же, как и Перун, на щиты. Это было сигналом для врага. Перун уже не так прост. Фрегаты достигли рубежа торпедной атаки. Произведен залп. 130 целей. Время подлета 22 секунды. Вот это и правда неожиданно. Раньше они не использовали торпеды. ПКО в полную готовность. Открыть огонь из бортовых орудий. Цель – торпеды. Андрей выдохнул. Кажется, это будет действительно непростой бой. Даже с учетом тех ограничений, что уже и так были. Новые данные лишь все усложняли. Ну что уже поделать, когда безумство единственное, выбираешь его. Перун вздрагивал, делая бортовые залпы по торпедам, что стремительно сокращали космическое расстояние. Эффективность от такого огня невелика, но позволяла проредить торпедный строй до того, как они достигнут зоны действий ПКО. После входа в торпеду в зону ПКО перенести бортовой огонь на противника. Ну давай, родной, ты же сильный, ты же назван в честь Бога. Покажи этим тварям, из чего ты сделан. Бортовые залпы били по торпедам ровно до того, как те стали входить в зону действия ПКО, переключая свой огонь на приближающегося противника. Если вы думаете, что противник ждал, то нет, он также продолжал производить залпы из основного калибра по Перуну, уменьшая целостность щитов, чтоб торпедам было проще пробить и ударить по корпусу. Щиты 65%. На левом борту Перуна ожили системы ПКО. Башни стали разворачиваться в сторону торпед, выпуская щупальца из кинетических снарядов в их сторону. Нет ничего эффективнее кинетических башен, если не брать в расчет ракетные башни, которые, к сожалению, на Перуне были пусты. Поэтому оставалось надеяться на действия ПКО чисто на кинетической силе. Взрывы стали озарять космос яркими вспышками, говоря о смерти очередной торпеды противника. ПКО не сможет перехватить около 10 торпед. Щиты выдержат. Ну, собственно, подобное Андрей предвидел. Если бы не приказ о стрельбе бортовыми, то торпед могло быть больше. Но вот Перун содрогнулся от удара по щитам. Конечно, торпеды удерживать щитом куда как сложнее плазменного, который просто рассеивается по щитам. Щиты 43%. Повторная подобная атака будет для нас ощутимой. Да знаю я, но дальше мы поиграем уже иначе. Бастиону. Атака по противнику, как только зайдет в зону действия. Перун стал разворачиваться, как только достиг крепости. Разворачиваться, чтобы сделать залп основным орудием. Крепость ожила, начав выплевывать в сторону фрегатов. Андрей запоздало подумал, что стоит сосредоточиться на одной цели. Быстро дав целям номера, он передал данные Бастиону. «Сосредоточить огонь на цели номер 2. Ватсон тоже». Перун содрогнулся, выплевывая в цель удар основного калибра. В это же время Бастион проделал то же самое. Сам Перун стал уходить за Бастион, используя его как щит, так как носовые орудия основного калибра не были защищены щитами. Обзорные экраны тут же выдали информацию о том, что противник номер 2 уничтожен. Еще бы, на него пришлось по крайней мере около 5 залпов основных орудий,
а такое выдержать может разве что эсминец, и то не без последствий. «Ха! Сожрали? Вот вам, твари неблагодарные!» Андрей в сердцах ударил правой по локтю, сгибая левую руку в локте и с кулаком. Но он тут же быстро взял себя в руки, возвращаясь к выполнению маневра, выходя с другой стороны бастиона. «Сосредоточить огонь на цели номер 1!» Залп был уже не столь разрушителен. Фрегат противника стремительно стал менять курс. Понимая, что против крепости и эсминца он уже не такой сильный противник, отчего удар бастиона и Перуна оказался смазанным. Но даже его хватило, чтобы превратить борт фрегата в пылающий ад. Команде определенно не повезло. Но радость от маленькой, но победы у Андрея была недолгой, все испортил Ватсон. Обнаружен выход из гиперпространства. Анализирую. Это еще 5 кораблей торгового альянса. Состав похож с первой группой. Да твою же мать! 2-я поисковая группа! Да черт бы ее побрал! Вот теперь точно. Мы в дерьме. Или нет? Глава 7. Выжить. Появление еще одной группы противника значительно меняло расстановку сил. Да нет, чего уж зря обманывать, дела становились только хуже. Если с первой 5 были еще шансы справиться, то уже с текущим положением дел все становилось не столь радужно. Андрей зло выругался, очередной раз выныривая из-за бастиона, произведя залп главным орудием, заставляя один из фрегатов противника вспыхнуть вторым солнцем. «Ватсон, держи 2-ю группу в зоне видимости. Сколько им до нас?» Андрей вновь стремительно, насколько позволял космос и габариты эсминца, стал его уводить за крепость, используя это колоссальное сооружение как щит. При этом Фокин отлично понимал, что отсутствие энергетических щитов у крепости делает ее уязвимой. Каждый очередной залп противника, который достигал своей цели, исчерпывал столь малый ресурс, как время. 2-я группа достигнет зоны эффективного огня через 10 минут, начиная с текущей точки отсчета. Итак, Андрей выиграл немного времени, совсем малую часть, учитывая, что эсминец противника уже вышел на рубеж атаки. Время. Как много зависит от этой переменной, которая никак не поддается человеческому пониманию. Экраны вспыхнули алыми росчерками, тут же передавая новый поток информации, которую Андрей с трудом успевал анализировать. Причиной тому стали данные, поступившие от бастиона, который в очередной раз принял на себя удар. «Капитан, крепость получила повреждения, еще 1-2 выстрела эсминца противника, и мы лишимся этого щита», проговорил Ватсон, будучи, как всегда, совершенно спокоен. А времени все не оставалось, точнее, оно стремительно таяло на глазах. Андрей выдохнул, этот бой не выиграть. Причины тому были разные, начиная от того, что он один против небольшого флота, и заканчивая тем, что скоро в бой вступит 2-я группа Альянса. Крепость уже почти умерла. Перун снова выполз из-за нее, произведя залп основного калибра по эсминцу. Но тот опять принял удар на свои щиты. Очередной минус в копилку. Перун был лучшим кораблем в своем классе, но было это лет 60 назад. Теперь же он незначительно уступал своим собратьям, особенно тем, кто не остановился в своем развитии. А если учесть неполную боевую готовность, то шансы против одного эсминца снижались, а уж против небольшого флота просто меркли. Надо было уходить. Уходить из системы, в которой остались лишь трупы и руины. Системы, в которой нет ничего, за что можно было бы умирать. «Ватсон, нам надо валить. Ты можешь проложить курс так, чтобы подставить бок с щитами противнику. Используй планету как щит». «Понял вас. Прокладываю курс. Разрешите взять управление кораблем». «Действуй». Перун стал менять курс, вновь прячась за остатки крепости. Но в этот раз эсминец не собирался выныривать с противоположной стороны для атаки. Ватсон понял задумку Андрея верно. Единственный верный вариант пути был один – уйти из системы, используя массивный Марс и его спутники как естественные барьеры между ними и противником. Однако требовалось учитывать еще один факт.
То, что щиты Перуна были активны только с одной стороны, отчего курс был неоптимальный. Перун словно чувствовал то же, что и Андрей. Легкие подрагивания корпуса, слабая вибрация, оголенные местами провода, корпус, лишившийся целостности. Все это говорило о хрупкости, слабости. Словно старый воин, который пытался сразиться с сильными и молодыми. Доказать, он еще полон сил, его руки держат крепко меч. Но, увы, время берет свое, даже если в космосе оно лишь относительно. Старость не скрыть, как бы ни пытался. Каждый удар – это не просто повреждение корпуса. Это трещины в самой сущности корабля, и каждый следующий залп противника – это как напоминание, что время неумолимо уходит. Сейчас, в момент самой опасности, он чувствовал, как собственная неуверенность передается Перуну. Старость, износ, отсутствие силы, на которую можно полагаться. Так что на самом деле важно? Победа или просто выживание? От раздумий Андрея отвлекли слова ИИ корабля. «Капитан, наблюдаю форсирование двигателей у второй группы. Время подлета к оптимальной позиции залпа изменено. Фрегаты противника будут в зоне ракетной атаки через 3 минуты 24 секунды». Каждое слово вырывалось из динамиков как напоминание об их уязвимости. Время. Опять время. Сколько его еще было у Перуна? Сколько у него самого? Сколько у каждого из них? Он уже давно перестал рассчитывать на то, что у них хватит сил найти решение. Все сводилось к одному – оставаться живым, насколько это возможно. Его раскусили. В принципе, это было ожидаемо, ведь стиль боя в текущих условиях у Фокина был простой – выстрел, уйти за крепость, выйти с противоположной стороны и снова выстрел. А когда он не появился, стало понятно, что Андрей изменил стиль боя или старается выйти из него. «Ватсон, мы можем ускориться?» «Нет, капитан, мы хоть и произвели ремонт, но двигатели не готовы к нагрузкам, превышающие оптимальные». Андрей в сердцах выругался. Все сводилось к тому, что его так просто не отпустят. К тому же этот эсминец, что был на рубеже атаки, о нем тоже не следовало забывать. «Марс», – подумал Андрей. «Массивная планета, ее спутники. Если мы не успеем, то это станет нашим приговором». Взгляд Андрея вновь вернулся к экранам, на которых выводилась информация о положении как Перуна, так и противника. Перун, некогда символ победы или силы, теперь становился символом выживания. А ведь точно, именно Перун нашел его тогда в космосе. Его черт знает, как выжившего вместо пары суток 60 лет. И сейчас он выступает символом, опорой. Местом, откуда началось его личное выживание. Все равно ради мести или ради... А ради чего еще? Там позади нет ничего. Выжженная земля. Хотя и земли давно нет. Одна лишь луна, что стремится сгореть в солнечной короне. Месть? А кому мстить? Всем? Мысли сменяли одну за другой. Руки капитана непроизвольно сжались на панели управления. Время. Оно неумолимо таяло, уходило сквозь пальцы. «Ватсон, проверь системы, выведи мне отчет на экран. Что там с ремонтом кормовых и носовых щитов?» «К сожалению, мы не успеем, капитан», – проговорил ИИ. «Наблюдаю ускорение вражеского эсминца, курс на наш перехват. Предполагаю, что они не захотят дать нам возможность совершить прыжок из системы». Перун с трудом уходил в сторону Марса, красной планеты, символа войны. Как символично, черт его побери. Если не предпринять ничего, то их настигнет или эсминец Альянса, или вторая группа. Хотя почему или? Их точно кто-то настигнет. Андрей выругался, вспоминая все известные ему некультурные эпитеты. Напряжение в теле скоро достигнет предела. Напряжение во всем. Каждое отклонение от курса, каждое малейшее попадание – все это ставило их на грань катастрофы. Щиты слабы, двигатели на пределе, а противник уже почти на финишной прямой. «Ватсон, переключи системы на приоритет уклонения. У нас только одна попытка. Если они нас перехватят...» «Понял вас, капитан. Приоритет на уклонение и маневренность. Однако
Я не уверен, что хватит времени, чтобы пройти через орбиту Марса. Мы рискуем попасть в зону поражения их ракет. Знаю!» Андрей не выдержал напряжения, сорвавшись на крик, но тут же взял себя в руки. По лбу стекала капля холодного пота. Они продолжали маневрировать. Противник уже мог достать их дальними орудиями, по крайней мере вражеский эсминец, что не упускал этой возможности. В отличие от Перуна, враг мог использовать основные орудия для удара, а им бы пришлось развернуться для такого. Все их слабости. Все они были на глазах у Альянса, который использовал их. Вражеские капитаны не были глупцами. Поэтому сомневаться в том, что они будут использовать все промахи Андрея, не приходилось. «Капитан, противник сокращает дистанцию, и эсминец готовится к удару. Мы должны либо ускорить маневр, либо закрыться планетой. Ракетные установки будут в зоне действия через минуту». Понимание, что иного пути нет. Как бы Андрей ни пытался лихорадочно найти решение в этой ситуации, все сводилось к тому, что его нет. Но сдаваться он не собирался. Пока не собирался. Марс. Марс и его спутники. Вот оно, спасение. Одновременно так близко и так далеко. Перун дрожал, стараясь сделать все, что может. Казалось, и он сам отдает себя всего единственному человеку на корабле. Напряжение заставляло сжимать пальцами панель управления до боли в них. Перун продолжал мчаться к Марсу и его спутникам, хотя каждое движение, каждый маневр давались с огромным трудом. Эсминец врага, как и ожидалось, сокращал дистанцию, вжимая их в угол, ловко ловил на каждом неудачном маневре. Андрей понимал, если они не успеют использовать орбиту планеты как щит, то конец наступит мгновенно. «Пройди как можно ближе к Марсу. Скорее всего, он сможет перетянуть на себя часть залпа». «Выполняю, капитан». Перун, как старый исполинский зверь, стал приближаться к Марсу, выжимая из двигательной установки все, что только можно было в данных условиях. Конечно, Андрей мог отдать приказ на перегрев двигателей, но шанс, что в такой ситуации они окажутся вообще без них, был чертовски велик. Поэтому он отмел такой вариант. В момент, когда вражеский эсминец вышел на рубеж ракетной атаки, капитан ощутил, как воздух стал плотнее от напряжения, которое было в рубке. «Наблюдаю ракетный залп, капитан. Всего 80 целей». Ну, конечно, эсминец скорее был не торпедоносным или, наоборот, не имел полного запаса. В любом случае, 80 целей – это чертовски много. Надежда на Марс. И Ватсон не подвел. Перун прошел в такой близости от Марса, что не будь его двигателей, гравитация бы непременно потянула его к себе. Используя Марс как щит, Перун стал его огибать, стремясь выйти с обратной стороны, откуда можно будет совершить гиперпрыжок. «Ракеты потеряли цель, капитан. Часть была притянута Марсом, часть улетела в открытый космос». Напряжение, что давило на Андрея все это время, резко его отпустило. Они выиграли. Нет, не битву. Они выиграли в гонке со временем. Перун стремительно отдалялся от Марса, позволяя ему использовать набранную скорость для разгона. Андрей выдохнул. Еще несколько минут, и они покинут эту систему. «Капитан, куда совершить прыжок?» «Фронтир. Систему выбери из базы. Главное условие – присутствие пиратской станции». «Принял, капитан. Курс проложен. До прыжка 30 секунд». Перун достиг нужной скорости для безопасного прыжка, а затем Ватсон произвел его. Он смог выжить. Глава 8. Один в поле. Фронтир. Место, где раньше собирался сброд со всего известного мира. Фронтир не входил в зону влияния ни одного государства. По крайней мере, так было несколько десятков лет назад. Причины тому были разные. Эти системы не представляли никакого интереса в плане полезных ресурсов, и банально такие территории сложно контролировать. И такие места облюбовали маргинальные личности. Впрочем, стоит отдать должное, что не одни моральные уроды здесь обитали. Многие предприниматели, а порой и целые корпорации имели дела с пиратами. Да, именно пиратами. Как только появились торговые пути между колониями, а потом и между цивилизациями, появились и те, кто на этом захотел поживиться, не совсем честным путем.
Пираты стали оружием в руках корпораций, да и не только. И именно во фронтире они и бросали свои кости, будучи персонами нон-грата. Именно такой и была система Хадрел 599. В самой системе не было ничего интересного. Звезда, относящаяся к классу К. Да 2 планеты, что вращаются вокруг звезды. Да и то одна газовый гигант. Именно на орбите этого гиганта и расположилась станция «Черная борода». Да, вы все правильно поняли. Какой-то гений решил назвать станцию в честь давно известного пирата в земной истории. И ведь прижилось, черт бы их побрал. Станция действительно стала так называться, формально во всех навигационных каталогах. Это торговая станция, не имеющая ничего противозаконного, но все и все понимали. Появление Андрея в системе вызвало фурор. Еще бы, эсминец боевого класса, так еще и в такой системе. Здесь вариантов 2. Или капитан обезумел, или это передовой отряд военной эскадры. Но ни тем, ни другим Андрей не был. Хотя насчет безумства вопрос был спорный. «Капитан, наблюдаю десятки кораблей типа фрегат, разной конфигурации», проговорил голос Ватсона из динамиков. Примерно это же видел и Андрей на экранах у капитанского кресла. Пальцы побежали по панели управления, заставляя Перун развернуться боком, так, чтоб в случае чего подставить щиты под возможный удар. Опять сражаться ему чертовски не хотелось, да и устал он, просто устал. «Вызывай станцию на всех частотах. Как только получишь ответ, выведи на экран». «Выполняю». Вскоре на экране возникла миловидная девушка, блондинка, однако все же не представитель человеческой расы. Выдавал ее более золотистый оттенок кожи. Если Андрей правильно помнил, то это была представительница расы азуритов. Хотя, если быть честными, только вот в текущем положении дел Андрей видел иных представителей. Ранее в этом как-то не было нужды. Девушка мило улыбнулась и проговорила. «Приветствую вас в системе Хадрел 599. Могу узнать причину появления военного корабля?» Андрей хмыкнул мысленно. Сам же, откинувшись на спинку капитанского кресла, произнес. «Этот корабль не принадлежит существующим военным силам», проговорил Фокин, делая упор на слове «существующим». В принципе, капитан не врал. Земли нет, как и земного флота, так что фактически он свободный капитан. Прибыл в систему для торговли, необходимые комплектующие для ремонта. И вновь Андрей не врал. Ремонт еще не был окончен, да и в недавней схватке были потеряны ремонтные дроны, которые тоже требовалось восполнить. Правда, Андрей понятия не имел, откуда брать подобные средства. Но опять же, все это вопрос 10. «Мы не можем допустить стыковку столь крупного корабля со станции, Перун». «Я понимаю, да и не прошу я этого. Просто дайте координаты орбиты, куда я бы мог пристроить эту тушку. Для стыковки я воспользуюсь ботом». Девушка замялась. Видимо, она не совсем понимала, как ей реагировать в этой ситуации. Но спустя несколько секунд молчания девушка вновь улыбнулась и произнесла. «Передаю вам координаты. Добро пожаловать на свободную торговую станцию». «Благодарю», – проговорил Андрей, прерывая связь. Напряжение, которое, казалось, стало вновь возвращаться в тело парня, отошло на второй план, позволяя ему выдохнуть. Сколько он уже в таком состоянии? Неделю? Он даже не считал. «Принимаю координаты, капитан. Позволите занять орбиту?» «Давай, выполняй». Перун под управлением Ватсона вновь стал менять свое положение относительно эклиптики. Щиты, что ранее были приведены в боевую готовность, были переведены в штатный режим, а лишняя энергия направлена именно на эти самые двигатели. Фокин поднялся с кресла и тут же пошатнулся, а чтобы не упасть, вцепился пальцами в панель, что нависала над креслом. «Капитан, вы измотаны. Может, вам отдохнуть?» Андрей понимал, что Ватсон так-то прав. Последние дни выдались очень насыщенные на события и эмоции. Но сейчас нельзя было отдыхать. Пока что нельзя. Мотнув головой, мужчина выдохнул сквозь сжатые зубы и провел рукой по лицу, на котором уже пробивалась щетина. Усмешка появилась на его лице. Сейчас он точно больше будет похож на пирата, чем на военного. Ну да ладно, это не так страшно. «Не сейчас, Ватсон.
Но я думаю, на станции я позволю себе пару дней отдыха. Что думаешь?» «Идея здравая, капитан. Но у нас есть около получаса, прежде чем мы достигнем орбиты. Может, вам стоит принять душ? Говорят, холодная вода может вас бодрить». Андрей хмыкнул. Но опять же, железяка была права. Поэтому он лишь махнул рукой и направился в сторону лифта, который мог его доставить до каюты. Каюта встретила капитана молчанием. Впрочем, это было вообще неудивительно, учитывая, что на этой консервной банке он. И вновь касание панели, после чего он оказался в ванной, которая и ванной сложно назвать. Здесь ничего не поменялось с прошлого раза, даже лицо, что смотрело на капитана из зеркала. Он стал привыкать называть себя капитаном и даже не поправлял в этом Ватсона. Андрей невольно усмехнулся, мыслям, что мелькнули в его голове. «Какой же ты?» Он вновь вздохнул, оттолкнувшись от раковины. Мужчина стал снимать с себя комбинезон, все же решив, что предложение Ватсона не такое уж и глупое. Вскоре холодные струи воды заставили его поежиться, но чертова железяка была права. Это и правда довольно сильно бодрит. Итак, что мы имеем? А ничего мы не имеем. Ладно, все по мере. Сейчас надо побывать на станции. Мысли Андрея были не слишком радостные, да оно и понятно. Холодные струи стекали по его голове и плечам. Тело уже привыкло к ледяной воде и не вздрагивало. Мир разрушен, но где-то там есть остатки его цивилизации. И вот эта станция станет первым местом, откуда Андрей сделает шаг на поиски тех, кто ему может помочь. Один в поле не воин. Именно так говорили древние и были совершенно правы в своих суждениях. Один он не может ничего. Ничего. Именно так. Сражение в Солнечной системе это и показало. А это были просто разведывательные корабли торгового альянса, даже не их флот. И уж не флот чертовых тварей, что разрушили все. Андрей невольно сжал руки в кулаки и мотнул головой, отгоняя ярость, как назойливую муху. Но хоть первые шаги для него стали понятны. Найти остатки флота, найти тех, кто будет не против помочь. Мелочи. Ага, просто мелочи размером с чертову галактику. Андрей резко выключил воду, решив, что он уже достаточно взбодрился. Выйдя из душа, он вытащил из специальной ниши полотенце и быстро вытер короткие волосы, бросив его в другую нишу. А вскоре он вновь стоял перед зеркалом в задумчивости, смотря на себя. Скептически осмотрев впалые глаза, мешки под ними и хмурую рожу с щетиной, он решил, что сбривать ее не будет. Просто потому, что без нее он будет еще страшнее. А так хоть как-то похож на человека. Вскоре он вновь стоял на капитанском мостике, внимательно смотря на экраны, где Ватсон вывел всю информацию, что имел в своих базах, касательно этой системы. А было там почти ничего. Никакой конкретики, только пара сухих фактов и не более. Просто потому, что никому не было дела до этой дыры ни тогда, ни сейчас. Сколько осталось до заданной точки? 2 минуты, капитан. Подготовь бот. Я на нем отправлюсь к станции. Держи со мной связь. Желательно всегда. Черт его знает, что меня там ждет. Проговорив это, Андрей задумался. Действительно, в прошлый раз он был более беспечный, считая, что пришел в систему союзников, где чуть не поплатился. А поэтому в этот раз он будет чуть более осторожным. Кстати, что у нас с арсеналом? Арсенал Перуна в полном вашем распоряжении, капитан. Хотите его осмотреть? Не сейчас. Притащи мне лучше игольник. Я не хочу туда лезть без оружия. Ватсон ничего не ответил, однако спустя всего 2 минуты на мостик зашел дрон, смешно ковыляя на 3 ногах-манипуляторах, держа в 4-й игольник. Игольником называли в простонародье пистолет маршала Игольник, сокращенно ПМИ, стоявший на вооружении у космических сил. Суть пистолета проста, почти похожая на принцип простого кинетического оружия. Отличие лишь в том, что игольник можно использовать без вреда для себя и в случае вакуума и отсутствия гравитации. Отчего большинство членов команд разных кораблей и пилоты-истребителей всегда были ими оснащены.
Незаменимая штука. В общем, именно ПМИ и принес дрон. Андрей взял его и посмотрел более внимательно. Все же ПМИ в его руках оказался модернизированного образца. Большая дальность стрельбы в воздушном пространстве и больший объем магазина. Андрей отщелкнул магазин, что выпал из рукоятки. Полный. Вернув его на место, Фокин устроил оружие на ремне в магнитном захвате. Сам он уже был в ЕБК-10, только без шлема. «Помни, связь со мной всегда», – проговорил капитан, направляясь к лифту, который отвезет его в ангар. «Так точно, капитан». Бот уже приближался к станции. Андрей получил разрешение на стыковку, опять беседуя с той же миловидной особой. Сложилось впечатление, что его просто сплавили ей. Хотя ему было как-то все равно. Станция. Станция представляла собой совмещение разных блоков разного поколения, выпуска и даже разного производства. Казалось, ее создали из всего, что удалось стащить. Впрочем, вполне так могло и быть на самом деле. Итак, разрешение на стыковку он получил у блока Д-13. Судя по данным, которые собрал Перун под управлением дотошного Ватсона, этот блок находился не в самом лучшем месте. Это толкало на мысль Андрея, что могут ждать добрые молодцы с дубинками. Однако Андрей решил, что разбираться он совсем будет по мере возникновения проблем. Бот вздрогнул, когда состыковался в нужном блоке, а сам Андрей покинул кресло пилота, натягивая на голову шлем, беря в руку игольник. Стабилизация атмосферы и давления, стабилизация выполнена. Это системы бота сообщили, что атмосфера и давление внутри машины совпадают с теми, которые были на станции. Ну что же, осталось выяснить, прав ли Андрей в своих домыслах. Дверь бота с шелестом отошла в сторону, выпуская его в темный коридор станции. Темный в прямом смысле слова. Только одинокая стрелочка, мигая, сообщала, в каком направлении следует ему идти. Будучи в шлеме скафа, Андрей не мог ощущать запах озона, а вот сырость была заметна. Определенно, этот блок был самым плохим. Капитан лишь хмыкнул. «Капитан, я достиг заданной орбиты. Как у вас дела?» Ватсон явно изменился. От сухой железяки, что действовал только по указанным алгоритмам и доставала своей тупостью, до вполне интересного собеседника. Даже иногда забываю, что перед Андреем, точнее, там за голосом, просто искусственный интеллект. «Пока все отлично. Ватсон, займись ремонтом, на который у нас хватает ресурсов». «Принял, капитан». Связь прервалась, а сам Андрей двинулся в сторону, куда указывала стрелка, при этом все так же держа игольник в руке. Живых пока он не встретил. Но живые все же были, когда коридор вывел Андрея в небольшой зал, который скорее был что-то вроде перевалочного пункта. Первым, на что обратил внимание капитан, была группа существ, которые окружили человека. Человека! Это был человек. И первым желанием пилота было как можно быстрее добраться до него и просто радостно обнять, но сдержанность и желание понять, что за ситуация там вообще творится, заставили Андрея умерить первое желание. Итак, существа. Они были из той же расы, что дознаватель на станции Альянса, раса Фариан, огромные, широкоплечие и четырехглазые. Правда, оттуда, где стоял Андрей, их лиц не было видно. Всего фарианцев было 3. И, собственно, человек тоже колоритный на свой вид. Высокий, худой, но жилистый и при этом почти полностью покрыт татуировками, странными и, скорее всего, самодельными. Он поднял руки в знак примирения и с улыбкой проговорил. «Шатар, ну ты же понимаешь, что в наше время сложно найти нужную хорошую деталь». Человек сделал шаг назад, но дальше отступать уже не было куда. Там была стена. Шатар, а им оказался средний из фарианцев, кожа которого отдавала фиолетовым оттенком, также сделал шаг вперед. 2 других остались стоять на месте. «Слышь, ты, макака!» Было видно, Шатару сложно подбирать слова, ведь говорили они не на общем, а на русском. Это было не менее удивительно, как и встреча человека на этой богом забытой станции. «Ты подсаднул мне кусок рыбытующего железки.
Шатар помахал перед лицом парня каким-то прибором, на что тот лишь хмыкнул. «Я не виноват, что вы, слоны чертовы, ломаете все, что попадает в ваши руки. Она работала, когда я вам ее продал». Шатар зарычал, выдернув с пояса оружие. Конечно, мало походивший на игольник Андрея, но в том, что это было именно оружие, он не сомневался. Пистолет уперся в лоб парня, на что тот скептически посмотрел на размеры оружия и проговорил. «Что, Шатар, штука между ног не дает покоя? Это решил компенсировать ее размером пушки?» И снова рык Шатара, который не сулил ничего хорошего для парня, зажатого у стены. И здесь Андрей понял, пора вмешаться. В противном случае тот будет мертв. И Андрей двинулся в сторону разборок, раскрывая шлем и возвращая игольник на пояс. Оружие в руке может спровоцировать троицу, и тогда спасение обернется трауром. «Мужики, может, не стоит сразу оружием махать?» Проговорил Андрей, поднимая руку в знак приветствия. И тут же внимание громил было направлено на него. Двое дружков Шатара повернулись к нему, угрожающе положив руки на пояс, где висел игольник. Шатар же не стал отпускать свою добычу, но тоже посмотрел в сторону Андрея. Сам Андрей говорил на русском, это и привлекло к нему такое внимание. «Ты еще что за герой?» Удивленно слегка проговорил парень с пушкой у лба. «Шкуру твою спасаю. Не видишь ты, довел громилу. Еще немного и разнесет тебе голову. Сам справлюсь, спаситель херов». Рука парня силой вдавливает какую-то панель, вырубая свет в зале. В этот момент друзья Шатара выхватывают оружие, принимаясь палить во все стороны. Темнота прекращала быть таковой только в момент, когда они нажимали на курок. Сам Андрей ушел в сторону за стойку, которая так удачно была в паре метрах от него. Игольник оказался в его руке, только вот так же палить темноту он не стал. Шорох сбоку от него, и инстинкт сработал быстрее понимания, и в лоб того самого парня вновь смотрело оружие. «Ты это, стволом маши в другую сторону, спасатель!» Проговорил он, морщась от очередного выстрела. «Да не видно ничего. Система перезапустится через 3 секунды, скоро увидишь». И он не солгал, свет вновь вспыхнул, а выстрелы затихли, но ненадолго. Андрей выглянул и несколько раз выстрелил. Игольник тихо плюнул, и иглы, пробив легкие комбезы одного из фарианцев, заставили того вскрикнуть и искать укрытие. «Тебе канат, створа!» Раздался возглас Шатара, а затем уже на общем языке он добавил. «Капитан уже идет сюда, а с ним и вся команда. Тебя мы пустим на шашлык, а твоего дружка в космос отправим». Андрей внимательно посмотрел на татуированного, который лишь отмахнулся, так как смотрел в небольшой наладонный планшет, после чего он выругался. «Ладно, этот хер не соврал, надо сваливать». Андрей иронично хмыкнул. «Да ты что, а куда валить, татуированный? Назад я не пойду, я только сюда прилетел». «Рэм, я Рэмек, зови меня Рэм». «Ладно, тогда подумаем. У тебя здесь есть друзья?» Андрей выглянул и сделал несколько выстрелов, но в этот раз не слишком удачно. Друзья. Ага. Вон трое стоят в другом конце зала и так радостно по ним стреляют, чем не друзья. Друзьями еще не успел обзавестись, а вот врагами уже да. «Да ладно тебе, не ссы, промокнешь. Прорвемся, видишь ту панель у другой стены? Нам бы туда, прикроешь?» «Будто у меня выход есть, Рэм». Вот вам и встреча с первым живым человеком. Глава 9. Рэм. «Готов? На счет 3. 1, 2, 3!» Андрей тут же вынырнул из-за своего укрытия, вылавливая какого-то фарианца в моменте, когда тот хотел сделать выстрел. Иглы попали в плече громиле, заставив того вновь отшатнуться за дверной проем, который вел в противоположный коридор. Рэм не стал терять время, воспользовавшись моментом, что выиграл капитан. Он устремился к противоположной стене, в последний момент падая на бок и последние пару метров просто проезжая по гладкому полу. И вовремя, потому что именно в этот момент головорезы Шатара вновь осмелились на выстрелы, а капитан был вынужден укрыться обратно за стойку,
так как игольник, став задержку, предупреждая его о пустом магазине. Засада, с собой он взял только один запасной. Но не рассчитывал он на то, что будет вынужден принимать долгий бой на этой чертовой станции. Может и правда отступить к кораблю? Нет, это определенно был не тот выход. Ему требовались припасы, деньги. Ремонт, в конце концов. А просто отступать с каждого места, куда принесла его судьба, ну уж хер. Магазин щелкнул, встав на место. Брошенный взгляд в сторону Рема заставил Андрея удивленно приподнять бровь. Тот откинул часть панели и почти по пояс залез в стену. Только ноги и задница и торчали. Что Рем там делал и именно задумал, Андрей в душе не знал. Но почему-то хотелось верить, что тот не откроет шлюзы в открытый космос. «Сдавайтесь, людишки! Вам все равно некуда уходить! Разве что в космос!» – расхохотался Шатар. «Ага, громила с малым хером, так мы и ушли». Рем не забыл бросить колкости стены, благо Шатар не услышал, а вот Андрей весело усмехнулся. Сдаваться он точно не собирался, да и его новый знакомый, видимо, тоже. В этот самый момент раздался радостный крик Рема. «Эврика!» И помещение заполнило алым светом, а с потолка стал падать снег. Нет, это был сухой огнетушитель, который очень напоминал этот самый снег. Перед носом Шатара и его братья резко закрылась створка, блокируя того в коридоре, а Фокина с новым знакомым в помещении. Рем с трудом вылез из стены, куда почти полностью залез, и, отряхивая комбез от пыли, посмотрел на Андрея. «Пушку можешь убрать. Спасатель, пожарка отрезала их, как и нас», — весело проговорил парень, улыбаясь во все 32 зуба. «Ты, конечно, молодец, но нам как быть?» Капитан поднялся из-за своего укрытия, возвращая на пояс игольник и скептически осматривая оплавленные края стойки. Нет, укрытие определенно было дрянь. Еще бы пара выстрелов, и пришлось искать более удачное место. «Не ссы, спасатель, с тобой тот, кто эту консервную банку на части разберет». Рем взъерошил себе копну темных волос и направился к двери, откуда ранее приходил Фокин. Что-то говоря, он ловко поддел панель управления и принялся копаться в проводах. «Я знаю, как выйти и как уйти отсюда. Там чуть дальше есть служебные туннели, старые, что яйцо мамонта. Но пройти можно». «Мамонта? Ты хоть знаешь, что это?» Капитан подошел к Рему и внимательно посмотрел на то, чем тот был занят. А тот довольно ловко орудовал каким-то инструментом, отдаленно напоминающий лазерный резак. Рем ловко перерезал одни провода, подсоединяя их к другим. В какой-то момент створка двери с тихим шелестом отошла в сторону, а он довольно осклабился и посмотрел на Андрея. «А хер его знает, мой батя так говорил, мне выражение понравилось. Я вообще не уверен, что и сам батя знал, что это такое. Пошли». Он нырнул в коридор, махнув рукой. Фокин тоже не стал долго стоять на месте и направился следом. Рем и правда знал, как выбраться с этого богом забытого блока. Спустя несколько минут они вышли к техническому коридору, скрытому за фальшпанелью. Если не знать, то никогда его и не найдешь. А Рем знал. Потом был поход через узкие коридоры. Весь путь они молчали, стремясь не привлекать к себе внимания. Вскоре коридор привел их к очередной панели, и вуаля, оказались они в огромном зале, в котором кроме них были еще сотни существ. «Предлагаю выпить. Как на это смотришь?» Рем сладко потянулся. Пробираться через эти узкие коридоры, ясно, было ему нелегко, с его-то ростом. Впрочем, и сам Андрей был рад выйти на свет Божий, потирая шею, которая чертовски затекла. «Только за. Мне хочется немного расслабиться. А твои друзья к нам не присоединятся?» «Шатар, что ли? Не, здесь уже следят за порядком. Этот тупой как пробка, но проблем делать не будет. Идем». Рем закинул руки за голову и быстро зашагал в одну ему понятную сторону. Фокин тоже не стал отставать. Конечно, Ватсон представил ему план станции, но когда есть проводник, грех им не воспользоваться. Зал представлял собой огромное круглое помещение, которое напоминало скорее площадь. Впрочем, ей этот зал и был. В помещении стекались разные существа из десяток коридоров, над которыми были разные обозначения. В центре расположился фонтан.
Хотя тот и не работал, но служил отличным ориентиром, благодаря которому можно найтись, если потерялись. В остальном минимализм в интерьере и окружении. Другого Андрей и не ожидал. Все же космическая станция. Пока он рассматривал окружение, Рэм скользнул в один из коридоров, да так, что капитан чудом не потерял его. Еще несколько минут ходьбы, и они вышли к закрытой двери, над которой весело мигала вывеска «У Джуди». «Пришли, предупреждаю сразу. Мамаша Джуди не любит, когда говорят о ее весе, так что лучше эту тему не поднимай. Она хоть и тот еще слон, но в рыло бьет больно». Рэм невольно повел челюстью из стороны в сторону, словно вспоминая тот самый удар. «Понял, принял». Дверь с тихим шелестом отъехала, впуская парочку в помещение, где царил полумрак. Тому способствовал как приглушенный свет, так и дым, который окутал все помещение. Запахи тоже были разные, начиная от табака и заканчивая какими-то сладкими и приторными, отчего Андрей сморщился. Кажется, это были курительные наркотики. Здесь было людно, хотя именно людей, кроме них, здесь не было. Зато представителей разных рас здесь было в избытке. Некоторые, как те же фарианцы, Андрею были знакомы. Некоторых он видел впервые, как, например, существо, напоминающее горностая, но только размером с бульдога и передвигающегося на 2 лапах, держа в 2 других по бокалу золотистой жидкостью. Да, поглазеть было на что. Однако Рэм не слишком хотел ждать, поэтому Фокин был вынужден направиться к стойке вслед за ним. А за барной стойкой была та самая мамаша Джуди. Почему Андрей был так уверен? Да потому что все свободное место за этой самой стойкой со стороны бармена и занимала эта самая Джуди. Мамаша была представителем расы Лии, которые представляли собой что-то вроде огромных амеб с кучей ладножек. Ими они управлялись вместо рук. Вообще Лии были дружелюбной расой, даже можно сказать пацифистской. Тем более удивительнее видеть то, как мамаша монотонно лупит какого-то фарианца десятками ломноножек, при этом удерживая его другими и успевая еще обслуживать посетителей. Андрей невольно хмыкнул. Рэм сел на стул перед стойкой и радостно воскликнул: «Мамаша, я вернулся!» Андрей устроился рядом, наблюдая за тем, как на части Лии образовалось что-то вроде лица, которое замерцало. Он был готов поклясться чем угодно, что рта он не увидел, тем не менее отчетливо услышал мелодичный и добрый голос. «Реми, солнышко, тебя никто не обижал? А это кто с тобой?» «Друг Джуди. Не, те, кто попытался, долго будут сюда добираться. Но если что, ты меня не видела. Слушай, мамаша, нам бы комнатку на поговорить». Ну смотри мне, Реми, а то я их быстро поколочу. Комната 2С свободна. Ключ знаешь где». Рем кивнул и заглянул за стойку, перевесившись со стороны посетителей. А Фокин мог наблюдать, как то самое лицо просто исчезло, скорее всего переместившись по огромному телу Джуди туда, где оно было нужно. Удивительное создание. Рем выпрямился, помахав картой, и направился в сторону лестницы на 2-й этаж. Андрей все так же последовал за ним. Вскоре они оказались в уединенной комнате, которая, как предположил капитан, была как и переговорной, так и траходромом. Но в данный момент это все же была переговорная. Стол и стулья об этом говорили. Андрей тут же устроился на одном из свободных мест. Напротив сел Рэм, который уже откуда-то достал бутылку фарианского ликера и пару стаканов. «Итак, спасатель, как тебя-то звать?» — спросил Рэм, открывая бутылку и разливая по стаканам золотистую жидкость. Потом он устроился на свободный стул и посмотрел на капитана. «Андрей, ты давно на этой станции?» «Ну, кажется, несколько лет. Вообще я не отсюда, как и ты, скорее всего». «А как ты догадался?» «Да так, у тебя загар не тот». Андрей усмехнулся, подхватив стакан, и сделал глоток. Крепкий алкоголь провалился в желудок, раздевшись теплом по всему телу. «Слушай, Андрей, давай вот что. Ты рассказываешь свою историю, я свою. Не будем ходить вокруг да около. Мы не на свидании, уж тем более не затягиваем друг друга в постель». Капитан кивнул, соглашаясь с тем, что сказал Рэм. Они и правда сюда пришли не развлекаться. «Тогда я начну».
И, откинувшись, Рем начал свою историю. Ремик Руданский, так звали этого парня полностью. Родился уже задолго после первого вторжения, которое застал сам Андрей, хотя еще до момента, как Земли не стало. Хотя, когда это случилось, ему было всего несколько лет. Родился он на космической станции «Нексус». Это был второй амбициозный проект Земли и располагался в нескольких гиперпрыжках от самой Солнечной системы. Впрочем, это уже не так важно. Вторжение Ариан сначала на колонии, а после и в Солнечную систему отрезало «Нексус» от снабжения и поддержки метрополии, что не могло не сказаться на этой космической колонии. Первые 2 года все было как и прежде, однако ресурсы, что стремились к своему концу, привели к разделению общества Нексуса на касты. Поэтому даже в новом мире оказался вполне в хорошем положении. Черт знает почему, Арианы не прилетели и не уничтожили Нексус, как это делали со многими другими колониями Земли, но эта судьба их миновала. В общем, тающие ресурсы, как и самой станции, так и людских, стремительно приводили к появлению недовольства со стороны тех, кто не попал в высшие касты, что не могло пройти бесследно. И, конечно же, на Нексусе вспыхнуло восстание одних людей против других. Люди резали людей, и в этом не было ничего удивительного. Всегда испокон веков люди не могли жить без войны. Вот и на отдельной взятой станции, на которой жило несколько десятков тысяч людей, первое, что они решили делать, это убивать себе подобных. Как и следовало ожидать, борьба одних привела всех к смерти, потому что была повреждена самая важная часть любой станции – система жизнеобеспечения. Тогда-то отец Рема и небольшая группа его сторонников решили покинуть Нексус на грузовом буксире и попытать счастье в космосе. И вот Рем оказался на станции пиратов, а отец умер, так и не долетев хоть куда-то. Что стало с другими буксирами, Рем не знал, как и не знал о дальнейшей судьбе Нексуса. Андрей также рассказал и свою историю, ровно с момента вторжения и до момента их встречи. Рем присвистнул. «Это что выходит, спасатель? Ты видел вторжение своими глазами?» «Выходит, что так», — проговорил Фокин, допивая уже черт знает какой бокал по счету. «Нехилая у тебя история, братец. Вот что я тебе скажу. У тебя она не менее насыщенная, так что в этом мы с тобой похожи». Рем хмыкнул и поднял стакан, весело проговорив. «За нашу нелегкую судьбу». «За судьбу». И они выпили, поморщившись. Кажется, бутылка была допита, при этом они даже не заметили как. Неудивительно, учитывая истории, что они друг друга рассказали. «Рэм, я, конечно, понимаю, ты чертовски самостоятельная личность, но, может, ты согласишься помочь мне?» Инженер задумался. Да, Рэм был именно инженером. Отец передал все, что умел и знал сыну, а тот вполне себе любил это дело. Вон как он ловко использовал системы станции, чтоб свалить от Шатара и его дружков. Он внимательно смотрел на пустой стакан в своей руке, а Андрей ждал, не торопя его с ответом. «Знаешь, до сегодня я был уверен, что отсюда больше никуда не денусь. Был уверен, что мне это все не надо. Но твоя история, Андрей, она имеет много дыр». «Знаю, Рэм, я бы сказал, она вся как решето». «Именно. И это меня интригует. Ты видел вторжение, выжил в том бою у Марка-3. Так еще как выжил? 60 лет в космосе. Серьезно? Нет, капитан, что-то в этой истории было еще. Где-то есть ключик, который сложит все в одну целую картину». «Есть. Определенно есть. И я его хочу найти». «Вот. И мне теперь тоже интересно, что это за ключ. Так что я с тобой, капитан. Не думай, что мне интересна твоя цель, нет. Мне интересна твоя загадка». Андрей хмыкнул. Ему самому была интересна его загадка. Как он выжил? Как он оказался в том месте, где был Перун, и что вообще произошло за эти 60 лет? Ну, тогда договорились. Андрей протянул руку Рему, который с интересом посмотрел на этот жест. Отложив пустой стакан, он поднялся и пожал руку капитану. «Добро пожаловать на борт, Рем». Глава 10. Одинок, но не один. Головная боль. Именно с ней Андрей проснулся.
Сфокусировать зрение удалось не сразу, а уж собрать воспоминания о событиях вчерашнего вечера так и подавно. Понимание и осознание того, что он все же не черт пойми где, а в собственной каюте, пришло тоже не сразу. Но хоть не в подозрительных комнатах с подозрительными существами. И на том спасибо. Боль вновь ударила по вискам, заставила капитана поморщиться. Она лишь усилилась после того, как он встал с кровати и поковылял в сторону душевой. И снова здравствуй, странный мужчина, смотрящий из зеркала. Щетина стала только больше, но у Фокина не было никакого желания этим заниматься, поэтому он просто махнул рукой и, сбрасывая с себя одежду, зашел в душевую. Церемониться он не стал, и тут же на голову и плечи упала ледяная вода, которая заставила тело вздрогнуть, а головную боль шарахнуться в дальний угол его разума. Итак, что он помнит? После того, как они с Рэмом пожали руки, оба решили это отметить. Рему просто хотелось веселья, а он просто хотел напиться. Собственно, сказано, сделано. А дальше туман. Кажется, цель напиться была выполнена на все 100%. Тело перестало вздрагивать, привыкнув к холодным струям, а боль стала отступать. На ее место пришел чистый и свежий разум. Хотя насчет свежести спорное утверждение. Простояв еще так около 5 минут, Андрей все же выбрался из душа, накинув капитанскую форму. Теперь надо было понять, где искать Рема и что вообще делать дальше. Определив себе первые пункты плана, Фокин направился к выходу из каюты. В коридоре было светло. Вы скажете, ну и что здесь такого? А то, что раньше Перун под управлением Ватсона экономил энергию, используя минимум освещения. Но вот сейчас весь коридор был освещен полностью. Андрей невольно хмыкнул, удивленно осматриваясь. На этом сюрпризы не закончились. По коридору, мимо капитана, переставляя манипуляторами, прошли дроны-ремонтники. Они явно куда-то очень спешили. Нонсенс какой-то. Андрей направился в сторону лифта, коснувшись панели, он стал ждать. Как и раньше, лифт довольно быстро прибыл, и еще быстрее доставил его в нужное место. А этим местом была командная рубка или капитанский мостик. То и другое на перроне было одним помещением. Лифт с тихим шелестом открылся, выпуская Андрея в рубку. «А я тебе говорю, что, перенаправив энергию через эти контуры в обход указанных зон, мы получим только прирост. Нам эти зоны не нужны». Это говорил Рэм, который сидел в кресле борт-инженера. Он указывал на экран и бурно жестикулировал. Что за схема была на экране, одному ему известно. Хотя нет, не ему одному. Рядом с ним стоял мужчина лет 20 или даже 25. Одет он был в серую форму земного флота без каких-либо знаков отличия. Лишь значок Перуна, молния, бьющая в дерево, говорила о принадлежности к кораблю. Андрей удивленно поднял бровь, пытаясь вспомнить, как и где они откопали еще одного человека. А затем тело мужчины словно пошло рябью, вновь вернувшись в обычную форму. Голограмма? Это грубое вмешательство в контуры корабля. Такое запрещено. Да пойми ты, это лишь пойдет на пользу. Мы увеличим мощность двигателей и щитов на 5%, если не больше. Ты хоть понимаешь, что такое 5% для этой развалюхи? Рэм всплеснул руками, пытаясь яростно что-то доказать. Он, скорее всего, намеревался еще что-то сказать, но заметил Андрея и вскочил с кресла. «Капитан, скажи ты этой жестянке, что я с балды здесь что-то придумываю». «Так, стоп». Андрей поднял руку, заставляя всех замолчать. Мозг все же работал очень медленно после пьянки. Соображать удавалось не так быстро, как бы хотелось. «Для начала скажи мне, кто ты такой». Капитан указал на военного флота. Тот улыбнулся и, словно слегка склонил голову, проговорил. «Ватсон, капитан. Я решил, что голографическое тело будет удачным экспериментом. В частности, это позволит лучше коммуницировать с командой, которую вы решили набирать». Андрей кивнул. Нечто такое он и подумал после того, как сопоставил, что человек в рубке не настоящий.
Так, хорошо. С этим понятно. Теперь в чем суть вашего спора? Я говорю, что знаю, как старичка сделать более живым, чтоб молодые офигели, а этот прозрачный. Я не прозрачный, я не обладаю физической формой, однако, используя световое излучение и... Не нуди, а непрозрачный, так неосязаемый. Все равно один черт. Так вот, этот чубрик говорит, что это нарушение и не пускает меня к внутренностям корабля. Андрей вновь поднял руку, заставляя всех замолчать и обратить на него внимание. Кажется, от этих двоих опять начинала болеть голова. Тяжелый вздох, после которого капитан прошел к своему месту и уселся в кресло. Перун был мощным кораблем, но это было в свое время. Битва, точнее бегство из Солнечной системы показала, что Перун уступает кораблям современным в скорости, огневой мощи и прочим, и прочим. Отсюда был только один выход – модернизация. Насколько ты говоришь, мы сможем получить прирост? 5%, может меньше. Но если мы сможем заменить часть электроники на более новые образцы, а также модернизировать реакторы, мы получим больше. Ватсон, назначить Рема Руданского на должность бортинженера. Дать ему полный доступ ко всему, что ему необходимо. Но капитан... Ватсон было собрался что-то возразить, но Андрей его перебил. Никаких «но». Это, считай, мой приказ. Ты же согласился с тем, что я капитан? Вот и исполняй. А ты, Рэм, сколько твоя задумка займет по времени? От 5 часов до суток? Все зависит, насколько этот корабль стар, и что там вообще после вашего кустарного ремонта. У тебя есть 12 часов. После жду тебя в кают-компании с результатом. Закончил Рэм спустя 6 часов. Спустя столько времени он вошел в кают-компанию, где Андрей сидел, обложившись планшетами, на которых были открыты какие-то документы, изображения и прочее. Рэм устало сел на одно из свободных мест за столом. Андрей поднял взгляд на своего нового знакомого. Запачканный комбез, усталое лицо, но чертовски довольное. Широкая улыбка только подтверждала это. «Готово, Кэп! Реализовал, что задумал!» Инженер бросил на стол планшет. Тот поскользил до капитана и был им подхвачен. «Все оказалось не так страшно, но и не совсем просто». «Есть идеи, как нам еще улучшить Перун?» Андрей перевел взгляд на планшет, там был отчет о проделанной работе. И уж если быть честным, ни черта не стало понятно. Цифры, буквы, какие-то проценты. В какой раз его скудное образование играло с ним злую шутку. Андрей вздохнул и отложил планшет, откидываясь на спинку дивана, на котором сидел. «Есть, но для этого нужны деньги, ресурсы и еще чертову тучу всякого дерьма. Знаешь, как это все достать?» Рэм хмыкнул и закинул ноги на стол, удобнее устроившись. В этот момент рядом с капитаном появился Ватсон в своем новом обличии. Военная выправка, ноги на ширине плеч, руки за спиной, сцепленные в замок. Казалось, что он был слеплен с военного до мозга костей. В принципе, так оно и было. Андрей уже узнал у Ватсона, почему тот выбрал такой образ. Молодого мужчины, голубоглазого и с короткой стрижкой. На правой щеке небольшой шрам. И ни намека на щетину. Оказалось, все просто. Это был образ бывшего капитана Перуна, который был лишь слегка изменен Ватсоном по своему желанию. И в какой раз Андрей стал убеждаться, что Ватсон и правда меняется. Если вспомнить первые дни знакомства, то это был просто ИИ. Он всегда был сух и чёток в речах. А теперь что? Вон, стоит как член команды, принимая участие в совещании. Команда. Андрей мысленно усмехнулся. Вот так у него появилась команда. Да, малочисленная, да, странная, но команда. Он уже не один, но все еще одинок. От размышления его отвлек Ватсон, который заговорил. «Капитан, подтверждаю слова бортинженера. Объем передаваемой энергии на щиты и двигатели увеличен на 7%. Это позволит нам более эффективно действовать в бою. Видишь, консерва, я же говорил, ничего не случится с тобой, подумаешь, пару ненужной херни обесточили». Раскраска для детей. Помолчал бы. Любое вмешательство в структуру корабля может повлиять в будущем. В каюте повисла тишина. Еще бы. Ватсон только что вернул Рему его колкость. Да, это нонсенс. Да еще как. Использовал особенность Рема,
его татуировки. Андрей прокашлялся, тем самым отгоняя неожиданное молчание, и проговорил. То, что нам придется лезть в структуру корабля, это факт. А вот откуда брать ресурсы, вот с этим полная проблема. Так в смысле откуда? Рэм от удивления даже перестал таращиться на Ватсона. Он посмотрел на капитана, а потом хлопнул себя раскрытой ладонью по лбу. «Совсем забываю, что ты спящая принцесса и ни черта не знаешь». Рэм похлопал себя по карманам старого комбинезона и вскоре выудил из его недр старую пластиковую информационную пластинку. Она так же, как и планшет ранее, была отправлена Андрею по столу. Подхватив пластиковый прямоугольник, Андрей внимательно посмотрел на него. Там на общем языке было написано «Руки, скупка земных реликвий и не только». Андрей удивленно посмотрел на Рэма. «Земных реликвий, Рэм? Что это?» «Да, Кэп, именно их. Если ты не заметил, Земля стала историей галактики. Коллекционеры, ученые и прочие охотники за всякой херней. Ты предлагаешь мне брать что-то с мест, где жили наши соотечественники, и просто продавать это?» Андрей похолодел. Он вспомнил Марс с ее мертвой колонией, представил, как прилетит туда, чтобы разорять эту гробницу, а это было именно ей. Планета стала целой гробницей. Нет, это было слишком. Конечно, он хотел бы сделать все, чтобы отомстить, дать понять, что человечество еще способно кусаться, но не так. Не таким способом. Рэм заметил перемену в Андрее и поднял руки в примирительном жесте, словно успокаивая его. «Капитан, я такого не предлагал. Но мы можем использовать такую возможность. Помнишь Шатара и его дружков? Так вот, его капитан занимается мародерством забытых колоний, в том числе земных». Андрей стал успокаиваться. Прилив злости вернулся куда-то вглубь, оставив его разум чистым. Не время поддаваться гневу и уж тем более злиться на Рэма. Он так-то прав, чертовски прав. «И что ты предлагаешь, Рэм?» «Предлагаю забрать то, что не принадлежит им. Все, что осталось от земли, наше. Они не смеют брать наше. Что думаешь, Кэп?» «Капитан, я смею заметить, что пиратство запрещено законом и карается трибуналом». Это уже Ватсон влез в разговор, заставив Андрея зло посмотреть на ИИ. «Какой закон, Ватсон? Если ты не заметил, то нет земли, нет земного флота, нет ничего. Все твои директивы устарели. Ты устарел, я устарел. Возражаю, капитан, земля жива, пока живы мы». Андрей замолчал. Ватсон говорил разумные вещи, и Рэм тоже. Оба были правы. Один, что это неправильно, когда какие-то придурки разоряют твою землю, пусть даже что земля твоя уже кладбище. Но и прав Ватсон, пока живы они, живая земля. Если они начнут идти против ее законов... А что, если это не пиратство? Что, если это будет миссия по очистке территории от мародеров и бандитов? Тогда, капитан, это соответствует законам. Андрей кивнул. Кажется, это было тем компромиссом, который устроит всех. Ватсона, Рэма и даже Андрея. Рэм, который не участвовал в этом споре, наконец заговорил. «Так вот, я знаю, где и когда будут Шатар и его капитан. Знаю даже системы, в которой они будут некоторое время. Предлагаю воспользоваться этим знанием. Что думаешь?» «Думаю, что мы все решили. С этого момента любое пиратское судно в пределах наших колоний считается вражеским. Любое судно Альянса считается вражеским. По возможности уничтожить. Если такой возможности не будет, уйдем. Мы на войне, и эта война не закончилась падением Земли». Рэм весело усмехнулся и притворно отдал честь. Ватсон не шелохнулся, лишь сказал «Есть, капитан», и исчез. Война началась давно, враги подумали, что она закончилась. Но нет, сегодня она возобновилась. «Рэм, передай информацию Ватсону. Где, когда и что. Ватсон, проложи курс. Все свободны». Хотя из всех остался здесь только Рэм, но ИИ определенно слышал его. Андрей поднялся и подхватил один из планшетов, направился к выходу. Уже в коридоре, когда его не видел Рэм, Андрей уперся плечом в стенку и тяжело вздохнул. На него опять навалилась вселенская тоска. Понимание, что он не увидит никого из родных. Мир чертовски несправедлив. Чертовски.
Кулак силой ударил в железную стенку. «Внимание! Боевая тревога! Всему экипажу занять места согласно боевому расписанию! Повторяю, боевая тревога!» Ватсон распылялся на всю. Да и пусть. Андрей сидел в капитанском кресле, обложившись различными мониторами и данными. В кресле борт-инженера сидел Рэм, а Ватсон и так был везде. Они выходили из гипера ровно через 10 секунд, и поэтому был отдан приказ боевой тревоги. По данным Рэма, именно в этой системе и находится пиратский конвой, следующий из колоний Арес-2 к пиратской станции «Черная борода». Перевалочная система, в которой пираты отдыхали и готовились совершить следующий прыжок. Опять же, по тем же данным Рэма, в их конвое не было кораблей новейшего производства. Как и Перун, они отставали от боевых кораблей текущей серии. Да и в основном это были фрегаты или переделанные транспортники. Для эсминца уровня Перуна это была лишь закуска. После выхода в пространство все системы к бою. «Есть, капитан. До выхода 5, 4, 3, 2, 1». Перун вышел в черное пространство космоса, ощетинившись всеми орудиями. Системы некоторое время молчали, приходя в себя после прыжка, а затем стали передавать данные. «Капитан, фиксирую пиратский конвой. 5 фрегатов фарианской постройки и 10 транспортников. Нас заметили. Боевые корабли выходят на курс перехвата». «Рэм, что по системам?» «Все охеренно, Кэп. Двигатели урчат, как котята, а щиты крепкие». «Капитан, нас сканируют, пытаются идентифицировать». «Активировать идентификатор земного флота». «Выполняю». Андрей усмехнулся. Вот и все. Он окончательно вступил в эту войну. Войну всех против них одних. Правда, пока начинают они с малого. Но там, когда-то в будущем, они обязательно бросят вызов и другим. Неважно, разрушали они их планеты или просто предали в удобный момент. Это уже не важно. «Орудие к бою! По готовности залп по целям 2 и 3!» проговорил Андрей, маркируя цели. Перун завибрировал. Слабо, еле заметно. Но Андрей усмехнулся. Корабль радовался бою. Так же, как и он. Глава 11. Незнакомка. Противник в зоне поражения бортовых орудий. Это Ватсон доложил о готовности. Произвожу залп. Противник не только не ожидал, что перед ним воскреснет корабль давно мертвого флота, так еще и не мог подумать, что эсминец старой версии мог совершить залп на расстоянии выше расчетных данных. А все виной тому Рэм и его модификации. Они позволяли усиливать те или иные составляющие корабля, в том числе и орудия, которые сейчас разобрали первые цели на атомы. Андрей хищно усмехнулся, наблюдая, как 2 фрегата пиратов превращаются в огненные шары. «Транспортники, Кэп! Они пытаются свалить!» А это уже Рэм, наблюдавший за экранами. Рэм сейчас взял на себя роль не только борт-инженера, но и роль штурмана. Рэм посмотрел на Андрея и добавил: «Я не хочу, чтобы они свалили из-под носа». «Я тоже не хочу. Они нам нужны. Ватсон, мы сможем им помешать?» Андрей быстро переключался между данными, что давал Рэм и собирал Ватсон. Голова пухла от таких количества чисел и графиков. Он выдохнул, чертовски не хватало квалификации. Этот вопрос тоже требовал решения. Особенно это ощущалось именно в момент боев. Андрей не успевал понимать и осваивать всю информацию. Надо будет обязательно подтянуть знания. Однако пока его внимание вновь вернулось к происходящему в космосе. Корабль дрогнул, принимая на щиты залп оставшихся 3 фрегатов. Но сейчас было вообще не до них. Транспортники надо остановить, обязательно. «Анализирую». Ватсон взял в привычку использовать свою программу. Вот и сейчас он стоял рядом с капитанским креслом, сложив руки за спину, а ноги держа на ширине плеч. Чисто военный на построении. Но, кажется, ему это нравилось. Тьфу, нравилось. Как вообще искусственному интеллекту может что-то нравиться? Он же не наделен личностью, или... Андрей бросил взгляд на Ватсона и отмахнулся. Нет, потом.
С тем, появилась ли личность у него, или это просто воображение. Андрей будет разбираться потом. Перун игнорировал фрегаты, устремляясь в сторону транспортных судов. Однако Андрей все же перевел часть энергии на щиты левого борта, который оказывался как раз под прямым ударом. «Сможем, если мы достигнем указанной точки раньше, чем они смогут набрать скорость». На экранах Рема и Андрея появилась схематическая карта системы, а потом точки разных цветов. Серыми Ватсон пометил статичные объекты. Ну как статичные? Те, что не могли принять участие в этом бою. Астероиды, планеты. Красным оказались помечены фрегаты, а вот транспортники оказались оранжевыми. Ну и сам Перун гордо носил зеленый цвет. Фокин хмыкнул. От Перуна шла пунктирная точка, как раз на траектории исследования транспортников. «Они не уйдут раньше, а, железяка?» Рем также посмотрел на Ватсона, на его лице была усмешка. Сам Ватсон словно проигнорировал ту часть вопроса, что его могла оскорбить. Андрей опять поймал себя на мысли, что думает о Ватсоне, как о человеке, и отрицательно покачал головой. «Не смогут. Данные корабля не оборудованы системой мгновенного прыжка, поэтому им требуется определенная скорость. Я рассчитал возможные варианты и могу сказать, что с учетом их двигателей они не смогут совершить прыжок раньше, чем достигнут этой точки». Ватсон с движением подбородка словно указал на те точки, что были на экранах, точнее на одну. Сейчас он видел только экран капитана. «Хорошо. Левому борту произвести залп по целям 4, 5 и 2. Надоели эти комары. Ватсон, встань на указанный курс, двигатели на полную мощность». Корабль вновь не сильно вздрогнул, то ли принимая удар на щиты, то ли сам нанося ответный залп. Вскоре Андрей понял, что это был все же залп, так как спустя мгновение датчики и системы наблюдения Перуна передали информацию о поражении целей 5 и 2. А вот 4-й фрегат получил лишь касательный удар. Хотя, наблюдая за тем, как тот хаотично вращается, можно с уверенностью заявить, что он уже не боец. Перун стал ускоряться, стремительно набирая скорость. Ватсон, визуализировав маршрут корабля и остатки конвоя пиратов, показывая пройденный путь. «Рэм, следи за системами двигателей, не хочется оказаться без них». «Уже, Кэп!» Рэм был сосредоточен. Если до момента выхода в систему он вел себя как обычно, не забывая бросать колкости в сторону Ватсона и даже самого Андрея, то вот сейчас он сосредоточен на своей работе, и это радовало. Андрей выдохнул. Ну что же, это короткий бой можно считать выигранным. Правда, вот упускать транспортники ему не хотелось. Там был груз, который нужно вернуть. Часть можно продать, остальное надо куда-то отвезти. Конечно, капитан понимал необходимость в базе. Все же Перун хороший корабль, но даже ему необходима гавань. Но это потом. Все потом. Перун стал сбрасывать скорость. Они почти достигли точки перехвата. Почти одновременно с противником. Андрей усмехнулся. Ему стала понятна задумка Ватсона. «Системы ПКО привести к бою. Ватсон, сможешь филигранно пройтись по их двигателям?» «Так точно, капитан, смогу. Действуй». Системы противокосмической обороны пришли в действие. Кинетические башни стали оживать, стремительно разворачиваясь в сторону противника. По всем расчетам Ватсона, Перун оказывался и проходил точно между транспортниками, так, чтобы достать как можно больше кораблей противника. Ватсон не подвел. ПКО сработала точечно, на что она и была создана, поразив точными выстрелами кормовые части 7 из 10 транспортников. Те потеряли скорость и теперь уже не смогут уйти. А вот еще 3 оказалось удачнее собратьев. Они прикрылись другими кораблями и сумели все же достичь нужной скорости, спихивая мириадами цветов. Они просто исчезли из системы. Всех остановить все же не вышло, но Андрей не слишком расстраивался, так как основную часть груза удалось перехватить. Но теперь возникла другая проблема. А что с этим все делать? На фрегате, что продолжал свое хаотичное вращение, осталась команда пиратов. Да и на транспортниках точно есть пираты.
«Рэм, а что нам делать дальше?» Капитан посмотрел на борт инженера и усмехнулся. «Мы как-то не подумали, как это все добро забрать». Рэм задумчиво почесал подбородок, и на котором уже виднелась щетина. Андрей сам невольно провел рукой по уже приличной щетине. Да они сами похожи на пиратов не меньше, чем те, кто был на кораблях, что удалось захватить. «Кэп, тебе это не понравится, но других идей у меня нет». Рэм посмотрел на Андрея. В глазах не было и намека на шутки, зато серьезность была. Шутить в этот момент Рэм не собирался. Андрей вздохнул. Он махнул рукой, разрешая Рэму высказать свою идею. «Мы можем использовать часть ремонтных дронов и десантировать их на корабли. Потом через них я взломаю системы и просто вытравлю весь воздух. Дальше нам просто остается ждать. Скафы их, я думаю, протянут от силы несколько часов». Андрей смотрел на Рэма. Взгляд был тяжелый. По сути, сейчас борт-инженер предлагал убийство без возможности взять пленных. Геноцид в рамках одного взятого конвоя. Но с другой стороны, они уже убили экипаж 4 фрегатов. Но то было в бою. А это словно приложить пистолет к голове пленного и нажать на спуск. Андрей дернул плечом. «Капитан, я вынужден согласиться с борт-инженером. В связи с тем, что команда ограничена, мы не сможем силовым методом захватить все суда». Ватсон появился в центре командной рубки, все в той же позе, что была, когда он стоял рядом с Андреем. Капитан бросил взгляд назад, словно убеждаясь, что там нет голограммы. И ее там не было, но хоть их не 2, и на том спасибо. Тяжелый вздох, как и само решение. Но они были правы, у них нет других вариантов. Или все взорвать и уйти, или вот так. Андрей откинулся на спинку кресла и силой 2 пальцами сжал переносицу. Но почему все это свалилось именно на него? Почему именно он оказался на Перуне, и что, черт возьми, вообще произошло на Марке 3? Вопросы. Одни вопросы. И ответов пока не предвидится. Он выдохнул, тяжело опустив руку. Ладно, других вариантов все равно у нас нет. Действуйте. Рэм кивнул и вернулся к своим экранам, а Ватсон просто исчез. Они проделали то, что и предложил Рэм, используя ремонтных дронов как передатчики. Взломав систему, Рэм вытравил весь воздух, а сами они прождали еще часов 5 после, что ресурс иссяк. Перед этим, конечно же, Рэм отключил любые силовые установки на кораблях. Да так, чтобы команды пиратов не могли восстановить их работу. И вот настало время смотреть на действия рук своих, а точнее отправиться на первый захваченный корабль. Они сидели в десантном боте, на этот раз не под управлением Андрея. Ботом управлял Ватсон. Андрей с Рэмом сидели в десантном отделе, ожидая, когда бот стыкуется к первому транспортному кораблю. «Стыковка». Ватсон заговорил через систему связи скафа. Андрей поудобнее перехватил винтовку «Шик». «Шик» — винтовка Шведова игольно-кинетическая. Этот вид вооружения стоял как штатный у десантно-абордажных групп в земном флоте. Винтовка обладала 2 видами стрельбы, как следовало из названия. А именно способна была вести огонь с помощью нарезных патронов и иголок в случае вакуума и отсутствия гравитации. Рэм сидел напротив и также был в полном обмундировании десантной группы, держа на локте такую же винтовку, что была и у Андрея. Бот вздрогнул, что свидетельство о стыковке его к транспортнику. А затем и голос Ватсона сообщил о стыковке. Андрей и Рэм поднялись, приблизившись к люку. «Ну что, Кэп, вскрываем эту консерву и надеемся, что там нет червей?» Рэм весело ударил по панели, тем самым открывая люк. Он вскинул винтовку к плечу и первым двинулся в помещение. Шансы, что кто-то из пиратов мог выжить, все же были, и все это понимали. Отсюда и такая осторожность. Червей в консервах обычно не бывает. По крайней мере, живых. Проговорил Андрей. Также вскидывая винтовку и следуя за Рэмом, но беря на прицел правую сторону коридора, оставляя за борт-инженером левую. «Да один фиг черви там, бактерии или еще какое дерьмо. В рубку?» «Да, давай сначала туда, потом грузовой». Они двинулись, осторожно ступая по мертвому кораблю. Он был мертв, так как ни одна система корабля не действовала,
отчего путь освещали лишь фонари скафов наших героев, да еще фонари на винтовках. Они больше метались по окружению, чем по правде позволяли что-то рассмотреть. Но искусственному интеллекту скафа при поддержке Ватсона и его систем этого хватало, чтобы делать пометки и дорисовывать окружение на лицевом щитке шлема. Так они и двигались, вскоре достигнув рубки управления. Ну зашибись, они еще и заперлись. Рэм опустил оружие и положил раскрытую ладонь на перегородку, что отрезало их от рубки управления. Скорее всего, ее опустили еще когда корабль был более-менее жив. Обычная практика против абордажной обороны. Андрей также отпустил винтовку. Пока они шли сюда, они не нашли никаких признаков живых. Так что, скорее всего, они или там, за перегородкой, или тоже мертвы. «Ватсон, можешь послать ремонтника сюда?» Десантный ремонтник, через которого и был совершен взлом корабля, все еще находился на нем. Играл он роль как раз подавителя, но в этом случае им нужна была чисто физическая его мощь. Рем одобрительно поднял правую руку с оттопыренным большим пальцем, одобряя действия капитана, при этом сам уже откинув щиток и копаясь в проводах. «Выполняю, капитан. Через минуту будет у вас», — проговорил Ватсон. «Ну что там, Рэм?» Андрей подошел ближе к борт-инженеру и заглянул через плечо. «Да что ты такой нетерпеливый, как беременная самка-носорога? Секунду!» Рем резаком перерезал пару проводов, подключая их к своему компьютеру, а он весело стукнул по переборке и развернулся к Андрею. «Готово! Теперь нужен только танк. Ты хоть знаешь, что такое носорог?» «Понятия не имею, но то, что они нетерпеливые, знаю». Андрей лишь хмыкнул. А спустя минуту к ним присоединился и ремонтник, который, используя свои манипуляторы, просто поднял и слегка раскурочил эту самую перегородку, пропуская героев в недра рубки. А там было на что посмотреть. Хотя, как сказать, не считая 3 тел, смотреть особо не на что было. Но Андрея привлек терминал, правда обесточенный, как и все на этом судне. Пока Андрей осматривался, Рем без каких-либо церемоний сделал по одному выстрелу на каждого пирата, окончательно ставя точку в вопросе, живы они или нет. «Ватсон, дай питание на рубку, хочу изучить их журналы». «Выполняю». Рубка ожила, то тут, то там стали вспыхивать экраны. «Кэп, я думаю, корабль чист. Я сгоняю до грузового трюма, пока ты здесь читаешь. Чтоб времени терять». Рэм жестом указал на выход, имея в виду как раз тот самый трюм. «Валяй. Только все равно аккуратней». Рэм кивнул и скрылся в коридоре. А Андрей стал изучать бортовые записи транспортника. И что-то в них было не так. Записи свидетельствовали о посещении земной колонии, но при этом пройденный путь, указанный в системах корабля, не сходился с координатами точки прибытия и отбытия. Белиберда какая-то. «Ватсон, ты это видишь?» «Так точно, капитан. Пытаюсь проанализировать, но пока точного ответа такой несостыковки дать не могу. В любом случае, выкачай все это дерьмо и составь подробный анализ». «Выполняю». «Кэп, здесь! Короче, тебе надо это видеть». Это уже Рэм вклинился в их разговор. Андрей вздохнул и, вставая с кресла капитана, подхватывая винтовку, направился по коридору в сторону трюма. «Иду, скоро буду». Да, на это надо было посмотреть. Весь грузовой отсек был заполнен странными на вид капсулами, которые стояли чуть ли не в несколько рядов. И эти капсулы не были знакомы Андрею. Они напоминали собой яйцо слегка серебристого оттенка, где передняя панель была прозрачная, а остальное сделано из какого-то металла. Стояли яйца на своеобразной панели, которая тоже была довольно причудной формы. Рэм ходил между этими капсулами, что-то изучая и порой досадно жестикулируя. Что за фигня? Андрей удивленно смотрел на все это и правда не понимал, какого вообще здесь происходит. Точнее, не так. Что это вообще за груз такой? «О, Кэп!» Рэм резко развернулся и развел руки в разные стороны, словно пытаясь показать на все капсулы разом. «Я в душе не знаю, но это офигеть. Это все незнакомая мне технология. Но я могу сказать, что это что-то вроде криокамер». Андрей приблизился к Рэму.
При этом он внимательно смотрел на капсулы, пытаясь понять, что же там. Но, к сожалению, хоть они и были с одной стороны прозрачны, но вот жидкость там была не столь прозрачной, и кроме силуэта было сложно что-то рассмотреть. А силуэты были вполне себе человеческие, правда, только на первый взгляд. Криокамеры. Но чьи? А вот спроси, что полегче. Но еще могу сказать, те, что я проверил, мертвы. Ну как мертвы? Их камеры не подают признаков жизни. Предположу, что пираты просто не так их отключили или вообще об этом не задумывались. Сколько их здесь? Штук 30, наверное. Если таких в каждом транспортнике столько же, то... Сам посчитаешь? Андрей кивнул. Чертовски много. Это если еще учесть тех, кто смог уйти от них. Но теперь вопрос стоял в другом. Кто это? Чьи капсулы прибрали пираты? И самое важное, есть ли среди них активные капсулы? Так, Рэм, проверь каждую капсулу. Следующие мы тоже проверим. Может, какая из них будет активная? Да само собой, но, Кэп, мне кажется, фигня это все. И все они уже того. Андрей ничего не ответил, лишь направился к выходу из отсека. Проверка всех захваченных судов заняла приличное время. Пиратский фрегат, что оставался еще более-менее жив, было принято решение просто уничтожить. Залп Перуна превратил его в огненную вспышку. Поиски живой капсулы тоже не давали результатов, но ищущий найдет. Именно последний уже транспортник и принес результат. А именно капсулу, что подавало признаки жизни. А именно энергетический ресурс, который не был еще истощен. Рэм выяснил, что каждая капсула была оборудована что-то вроде батареи, которая позволяла капсуле жить некоторое время. Но все проверенные капсулы имели истощенный ресурс, кроме этой. Андрей стоял перед капсулой, и вокруг порхал Рэм, словно мать вокруг ребенка. «Перетащить это дерьмо у нас не выйдет, а поэтому надо вытащить того, кто там, и уже его перетащить на Перун», продолжал объяснять план Рэм, при этом все время что-то делая. Рядом стоял ремонтный дрон, удерживая в 2 манипуляторах медицинский ложемент, а рядом валялся медицинский блок, который следует использовать. Шансы, как я понимаю, у нас малы. А когда у нас было иначе? В любом случае, не пытайся, существо в капсуле, все равно умрет. А мне чертовски любопытно, кто же там. Андрей вздохнул. Ну вот, опять решение без самого решения. Ведь любой результат может привести к тому, что все пойдет в тартарары. Но здесь был хоть и малый шанс, но все же шанс. Ладно, давай уже действовать. Тогда остановись и лови. Рэм скрылся за капсулой, а Андрей стал ближе к прозрачной ее части. Сначала ничего не происходило, а затем раздался писк и хруст. Да, раздался, так как было принято решение вернуть на транспортник атмосферу, хоть и не было уверенности, что существо подойдет атмосфере землян. Капсула раскрылась, тут же окатив капитаном бледно-серой живой. Но Андрей был в скафе, поэтому это не слишком его пугало. Однако вскоре его брови все же взмыли вверх, потому что в руках оказалась девушка. Миниатюрная, красивая девушка. Ее золотистые волосы слиплись и опускались почти до поясницы. При этом сама девушка была абсолютно голая. Андрей подхватил ее и быстро уложил ее на медицинское ложе. При этом рядом уже оказался Рэм, который присоединил к ее запястью. Медблок тут же начал мигать красным, выдавая какие-то значения на экране. Что именно он говорил, не понимал ни Андрей, ни Рэм. Оставалось надеяться, автоматика знает, что делать. «Человек?» Рэм удивленно посмотрел на капитана. Впрочем, тот был удивлен не меньше самого Рэма, так как уж кого, а человека в такой странной капсуле встретить он не думал. К тому же девушку. «Рэм, все потом. Я сам ни черта не понимаю. Ватсон, готовь петкапсулу. Срочно!» «Выполняю». И они двинулись к стыковочному отсеку, где их ждал бот, который уже потом должен доставить их на Перун. Была мысль пристыковать сам Перун к транспортнику, но все расчеты приводили к тому, что транспортник просто разваливался от неудачной стыковки, а это был не тот результат. Поэтому сейчас по коридорам корабля двигалась странная процессия. Впереди бежал Рэм, который должен был открыть люк бота.
По центру, быстро переставляя своими свободными манипуляторами, двигался ремонтный бот, держа над собой в 2 манипуляторах ценный груз в виде медицинского ложа с бессознательной девушкой на нем. А замыкал все это капитан. Так эта процессия и достигла бота. Андрей смотрел на медкапсулу и пытался понять, как такое возможно. После того, как миссия спасения единственного, точнее единственной выжившей, увенчалась успехом, они вернулись на транспортник и вскрыли еще пару капсул. Уже не так осторожно. И во всех капсулах были люди. Точнее, те, кто был на них похож. Очень похож. После посещения незнакомки в капсулу на борту Перуна Ватсон провел анализ на основе своих баз данных и пришел к выводу, что девушка человек. Все данные и базы ДНК говорили, что она человек. Но в то же время Ватсон обнаружил странное расхождение в структуре ДНК, которое объяснить не смог. Но это было неудивительно. Ватсон – военный ИИ. И он мало знает о биологии, генетике или еще черт пойми о чем. Но факт оставался фактом. Перед ним в капсуле лежала девушка. И самое плохое, Ватсон не мог дать гарантий, что капсула сможет стабилизировать и вернуть ее в сознание. Вопросов становилось еще больше, и пора бы уже начать искать хоть какие-то ответы на эти чертовы вопросы. Глава 12. Встреча. Темнота. Она окружала Андрея, словно густая пелена, стремясь удержать его, не дать сделать ни шагу. Он шел, сам не понимая, куда и зачем, но понимание того, что он движется, было где-то на уровне подсознания, отчего становилось еще страшнее. Он не видел ничего, ни собственных рук, ни ног. Впереди вдруг появился свет, маленькая точка, зависшая в центре. Чего? Пустоты? Мира? Или ничего? Точка росла, пока не стала размером с дверь или открытый люк корабля. Но свет, исходивший из нее, вдруг померк, словно что-то перекрыло источник. Силуэт. Андрей увидел знакомый силуэт, но разум не мог или не хотел дать ответ, кто это. Почему он встречается Андрею? Фокин хотел окликнуть его, но звуки не покидали его рта, словно темнота вокруг поглощала их. Он пытался бежать, но вход не становился ближе. А потом свет резко пропал, словно надежда, данная кем-то, была безжалостно отобрана. Андрей вскочил, тяжело дыша. По его спине струйками стекал холодный пот. В темноте каюты еще мерещилась та самая дверь из сна. Но вспыхнувший свет, реагируя на движение, разогнал темноту, и кошмар отступил. Фокин откинул легкое одеяло и опустил босые ноги на холодный пол. Дыхание с трудом стабилизировалось. «Капитан, с вами все в порядке?» Раздался голос Ватсона из динамиков под потолком. Искусственный интеллект не стал использовать голограмму, посчитав вторжение в каюту некорректным. Андрей бы это не оценил. Он провел рукой по волосам и вздохнул, ощущая, что они мокрые, будто только вышел из душа. Кстати, душ был бы сейчас уместен. «Все хорошо, просто кошмар приснился», — ответил он, хотя хотел добавить, что это был очередной кошмар из череды, мучивший уже много дней. «Ваше сердцебиение слишком учащенное, советую вам принять успокоительное». «Нет, все в порядке, это просто кошмар. Кстати, как у нас дела?» «Если вас интересует незнакомка, то ее состояние не изменилось. Однако могу с уверенностью сказать, что самый тяжелый период прошел. Если все будет идти без изменений, она, возможно, проснется в ближайшие часы». Андрей кивнул и поднялся, потягиваясь. Затекшие мышцы отозвались приятными ощущениями. Сообщение Ватсона радовало, их безумная затея по спасению этой женщины оказалась не такой уж и неудачной. Это вселяло надежду. После возвращения на корабль Андрей и Рэм долго сидели в кают-компании, обсуждая свои дальнейшие действия. «Нам точно закрыт путь на станцию некоторое время». Андрей откинулся на спинку дивана и потер переносицу. Усталость брала свое, хотя только Ватсон не знал усталости. «Несомненно, Кэп, мы упустили 3 транспортника, и они, скорее всего, уже все разболтали». Рэм сидел на краю стола, вертя в руках инструмент. Андрей не слишком разбирался, что за инструмент был в руках Рэма. «Поэтому нам нужно некоторое время переждать, но оставаться в этой системе тоже не вариант».
Андрей положил руку на стол и посмотрел на собравшихся. Хотя в каюте были только 2 человека и 1 искусственный интеллект. Картина, достойная художника. Капитан никогда не думал, что будет вот так сидеть в каюте эсминца и строить планы. Безумие. Он пилот истребителя и не ожидал оказаться здесь. Но судьба решила, что такой поворот будет интереснее его обычной жизни. Андрей вздохнул. Все это непросто. «Капитан, позвольте высказаться». Ватсон заговорил, привлекая внимание, поднятой рукой. Андрей кивнул, позволяя ему продолжить. «Мы заявили о себе не только пиратам, но и, возможно, привлекли внимание торгового альянса или кого-то покрупнее». Андрей понял, кого имел в виду Ватсон под «покрупнее». За все месяцы, что он скитался один, а затем с маленькой командой, не удалось найти никаких следов арианцев. Они словно исчезли. Но Альянс их боится. С другой стороны, хорошо, что они не столкнулись с ними, ведь если бы это случилось, Перуну было бы сложно уйти, не говоря уже о бое. «К чему ты ведешь, Ватсон?» — спросил Андрей, отгоняя мрачные мысли. «К тому, капитан, что нам нужно укрыться на время вместе, достаточно удаленным от границ Альянса и Фронтира. Я бы предположил Солнечную систему, но там мы уже засветились». Ватсон махнул рукой, и над столом вспыхнула карта изученной галактики. Через некоторое время часть звездных скоплений была выделена и выведена в центр. Это были бывшие владения Земли, которые теперь, скорее всего, мало кому принадлежали. Альянс не решался аннексировать эти территории, так как не знал, почему арианцы так поступили с Землей. Кроме Альянса и Земли, было много других, более мелких содружеств и государств. Хотя сам торговый альянс тоже был таким содружеством 2 рас. Фарианцы – представители гуманоидной расы, обладающие выдающимся телосложением и силой. Их рост варьируется от 180 до 200 сантиметров. Но отличительная черта не рост, а цвет кожи и 4 глаза, расположенные попарно от носа и иногда разного цвета. Фарианцы играют роль военной силы в альянсе, составляя основу команд кораблей и служб безопасности. Зуугулсы – 2-я раса в Альянсе, не имеющая ничего общего с гуманоидами. Они напоминают червей, достигая 3 метров в длину и около полуметра в диаметре. Их тела цилиндрические, гладкие и мускулистые, покрыты тонкой, но прочной кожей, меняющей цвет в зависимости от эмоционального состояния и окружающей среды. На переднем конце тела расположены щупальца, выполняющие функции рук и органов чувств. Зуугулсы – миролюбивые, но амбициозные торговцы и политики, управляющие торговым альянсом. Как эти 2 расы пришли к союзу, неизвестно. Под контролем альянса находилось 10 звездных систем, из которых только 4 были пригодны для колонизации. Остальные служили для добычи ресурсов. Земля владела 5 системами, 3 из которых были пригодны для колонизации, включая колонию Марка-3, где все началось для Андрея. «Я, кажется, знаю, куда мы полетим», — сказал Андрей, останавливая Ватсона, который собирался сместить карту. «Марка-3. Что думаешь, Ватсон?» «Оптимально. Марка-3 достаточно удалена от материнской системы и возможных транспортных путей Альянса». «Кэп, а ты уверен, что хочешь туда вернуться?» — спросил Рэм, отложив инструмент. «Нам пора начать получать ответы. Думаю, стоит начать оттуда. Там все для меня началось». Вот так было принято решение о направлении полета. Андрей посмотрел в сторону душа, но решил, что не стоит тратить время. Он быстро умылся холодной водой и, одевшись, покинул каюту. Вскоре он уже был в центре управления, сидя в капитанском кресле в гордом одиночестве, если не считать вездесущего Ватсона. Рэм был занят, он снова придумал что-то, что могло улучшить способности Перуна. Андрей, как всегда, ничего не понял, но если Рэм сказал, что это возможно, то так и есть. В этом Фокину пришлось убедиться не раз. «Ватсон, ты проанализировал данные, что мы забрали с пиратских судов?» «Так точно, капитан». Голограмма возникла в центре рубки. Все чаще искусственный интеллект Перуна использовал этот образ, нежели общался из громкоговорителей, как это было ранее. «Есть что-то интересное?»
Есть, капитан. Хоть данные и были переписаны, мне удалось восстановить примерные координаты той системы, где был конвой. Предполагаю, что именно оттуда и были взяты те самые капсулы, которые нам удалось найти. Запишите координаты, надо будет обязательно туда наведаться». Ватсон кивнул, после чего он прошел вперед, приблизившись к капитану, и проговорил. «Капитан, мы скоро выйдем в ближайшей системе от Марка-3, как вы и просили. До выхода примерно 15 минут». «Спасибо. Рэм, слышишь?» «Слышу, Кэп!» Раздался голос Рэма из систем связи. Тот хоть и отсутствовал в рубке, но все слышал. «Скоро буду». Рэм оказался в рубке довольно быстро, всего минут через 5 после того. Вскочив в кресло борт-инженера, он устроился за панелью, которая стала оживать от его прикосновений. «Кэп, а где железяка?» «Я всегда здесь». Вновь Ватсон появился по центру помещения, стоя в своей излюбленной позе заправского военного. «Твою! Ты когда перестанешь меня так пугать?» Рэм недовольно дернул плечом, бросив взгляд на голограмму. Андрей хмыкнул. Эта парочка была странным тандемом. Один человек с забытой станции, оказавшись на корабле после бегства от толпы пиратов. Второй просто машина с разумом. Один веселый балабол, второй безэмоциональный, потому что не способен на эмоции. А самое забавное во всем этом, что они отлично ладили. По-своему, но ладили. «До выхода 5 секунд», — произнес Ватсон. И правда, ровно через 5 секунд Перун вынырнул в темное пространство космоса всего в нескольких десятков лет от системы с колонией Марка-3. На таком расстоянии была еще возможность просканировать систему. Сначала Андрей думал прыгать сразу туда, но взвесив все за и против, а также получив мнение от команды, он принял решение подстраховаться. «Ватсон, включай сканеры. Сколько займет?» «Около 2 часов, Кэп. Я подшаманил с этой железякой». Это Рэм опередил с ответом. «Отлично. Ждем». Время прошло довольно быстро. Андрей слишком погрузился в данные, полученные с пиратских судов, и не сразу заметил, как в углу экрана появился символ непрочитанного сообщения. А вот появление Ватсона привлекло его внимание. «Капитан, я выслал вам данные сканирования». Андрей кивнул и, наконец, обратил внимание на значок, по которому и щелкнул. Он все еще сидел в своем капитанском кресле. Единственное, что изменилось, это чашечка кофе, стоящая на небольшом столике по правую руку. На экране возникло схематичное построение системы и куча объектов с краткими сносками. Капитан даже удивленно приподнял бровь. «Вы не раз указывали, что мои данные слишком сложны для вас, поэтому я взял на себя смелость их упростить», — пояснил Ватсон. Андрей хмыкнул и усмехнулся. Пожалуй, такое упрощение было даже удобнее сотен цифр и столбцов с ними. Взмах пальцев, и Ватсону пришлось переместиться за спину капитана, так как в центре рубки возникла та самая схематическая карта. «О, неплохо, прям офигенно придумано, железяка!» Рэм появился в тот самый момент, когда была сделана эта перестановка голограмм. Ватсон лишь посмотрел на него и вернул взгляд на карту. Андрей встал, подхватив чашку кофе, и подошел ближе к карте. Итак, на карте отчетливо виднелись планеты, которых в системе было 5. И третья из них примерно на таком же удалении от светила, Марка-3. Одна из колоний Земли и довольно перспективная планета. Самая дальняя планета системы от звезды был газовый гигант. Самая близкая – раскаленный мир. Планета почти вдвое больше Земли. В общем, остальные имели не такое значимое значение, хотя полезных ископаемых было предостаточно. Например, на второй планете от звезды были обнаружены залежи гелиона. Особый вид химического соединения, открытый в далеком 2800 году или что-то около того. Галеон служит топливом для гиперпрыжковых модулей. Такой же установлен и на Перуне. Всего несколько капель этого соединения хватает примерно на 500 прыжков средней дальности. Понятное дело, что чем дальше прыжок, тем больше уйдет топлива. Поэтому система имела ценность не только из-за колонии. Так вот, кроме планет, астероидов и прочего, что есть почти в каждой системе, Ватсон выделил еще несколько объектов.
явно выделяющихся на общем фоне. На орбите Марка-3 находилось 3 массивных объекта. По данным сканирования, они напоминали остатки кораблей или даже сами корабли. Хотя это довольно сложно определить без визуально-сенсорного осмотра. Помимо этого, на орбите Марка-2, той самой планеты с Гелионом, тоже был обнаружен объект искусственного происхождения. «Что думаешь, Кэп?» Рэм оказался рядом с Андреем и тоже внимательно смотрел на карту с приписками. «Думаю, что там, или остатки после сражения, или кто-то умудрился основать там базу раньше нас», проговорил Андрей, делая глоток остывшего кофе. «Предположу, что это незаконная добыча Гелиона. Возможно, станция добычи и флот поддержки». Ватсон тоже оказался рядом. В отличие от первых двух, ему не было надобности смотреть на карту. «Вот я тоже так думаю. Радует, что там нет боевых флотов большой численности. Ладно, там разберемся. Ватсон, боевая тревога». «Есть, капитан». Ватсон исчез, а секунду спустя по кораблю заорали базеры боевой тревоги. «Кэп, а вот эта хрень обязательно?» Поморщился Рэм, направляясь к своему месту. «Обязательно, если мы хотим считать себя военным кораблем». Тем временем по всему кораблю била тревога. Внимание! Боевая тревога! Всем членам экипажа занять места согласно боевому расписанию. Снова Перун вынырнул в открытый космос. Только в этот раз на очень большом отдалении от планет Марка-3 и Марка-2, с которых могло идти сканирование. Решение было обусловлено именно тем, чтобы как можно дольше оставаться невидимым. «Рэм, минимальная мощность на сканеры, пощупаем окружение», проговорил Андрей, внимательно изучая показатели систем наблюдения. «Да без «Б». Так, готово». Рэм проделал манипуляции с консолью, и на экране капитана появились данные со сканеров. Вокруг не было ничего, не считая космического мусора. То есть в этой части звездной системы не было ничего, что могло бы привлечь внимание. Отчасти именно поэтому Андрей выбрал его для выхода из гипера. «Направь сканирование на Марку-3 и потом Марка-2. Секунду, Кэп. Готово?» Андрей вздохнул. Его опасения оказались оправданы. На орбите Марка-3 и правда стоял небольшой флот. Правда, вот конструкция кораблей и общие их данные отсутствовали в базах Перуна, даже с учетом, что они были обновлены пиратскими прошивками на черной бороде. «Ватсон, что скажешь?» «Ничего, капитан. Сканирование и анализ не нашел в моих базах совпадений». «Я это и так понял. Я о том, что ты можешь сказать. Рэм, тебя это тоже касается». «Могу лишь построить предположение. Флот на орбите Марка-3 принадлежит расе, которая ранее не выходила на контакт с известными представителями других звездных государств. Проще говоря, мы имеем дело с первым контактом». «Соглашусь с железякой», — кивнул Рэм и ткнул пальцем в экран, показывая именно на флот. «Я тоже раньше не видел и не слышал о таких кораблях и опознавательных знаках. Но могу сказать, даже Перун будет поновее того мусора, что там болтается. Предположу, что они еще не настолько продвинулись в технологиях, и, скорее всего, по причине этого не могут нас обнаружить». Андрей запустил пальцы себе в волосы, задумчиво изучая данные. Вот и приплыли. Это по факту первый контакт с неизвестной расой. И, как всегда, неизвестно, кто они, какие они и зачем они здесь. Был еще минус в этой ситуации. Учитывая все данные, то Перун в теории может распылить на атомы флот незнакомцев. К тому же их всего там 10 кораблей, предположительно, класса фрегат. Но подобное – это будет объявление войны по факту, а воевать еще и черт пойми с кем. В общем, сложно все было. «Ватсон, какой протокол при первом контакте?» «Протокол обязывает попытаться связаться с представителями разумной жизни. Однако, если инопланетные представители будут проявлять агрессию, мы можем начать бой». То, что они могут не только его начать, но и победить, Андрей не сомневался. Но стоит ли это того? Капитан прикрыл глаза и проговорил. «Мнение. А все просто, Кэп, спалим их и все дела». «Предлагаю все же попытаться установить контакт, капитан». И опять мнения разделились, и все решать ему. Андрей в очередной раз вздохнул и, открыв глаза, еще раз пробежался по данным. «Ватсон, выведи нас ближе к Марку-3. Всем бортовым орудиям боевая готовность.
Цели захватывать по мере входа их в зоне действия боевых систем. Огонь открывать только по моей команде. Рем, как там наша связь? Все хорошо, Кэп, работает как часики на Биг Бене. Ты хоть знаешь, что такое Биг Бен? Понятия не имею, но фраза мне нравится. Андрей улыбнулся. Быстро набрав сообщение на своей панели, он отправил его Рему. «Передавай по всем возможным частотам то, что я тебе прислал». «Сейчас сделаем!» Перун стремительно двигался в темноте космоса, ощетинившись бортовыми орудиями и готовый продемонстрировать, что такое истинная мощь боевого корабля. Его появление взбаламутило флот неизвестных, который, уйдя с орбиты Марка-3, встал на курс перехвата эсминца. При этом Перун транслировал по всем возможным и известным видам связи следующее сообщение. Говорит Перун, эсминец земного боевого флота. Приветствуем разумных в пространстве Земной Федерации. Мы не стремимся к конфликту, однако ответным огнем на огонь. Для начала мы хотим поговорить. Глава 13. Появление. «Капитан, пока они не выходят на связь». Ватсон явно начинал входить во вкус, даже сейчас. Он стоял по правую руку от Андрея в своем обличии. Да, теперь Андрей представлял его именно таким. Рослый, молодой, военный. В принципе, ему очень шел этот образ молодого капитана Перуна. Хотя, почему он выбрал именно такой образ, Андрей так еще и не понял. Но обязательно поинтересуется. «Кэп, я бы все же пальнул. Чисто так, чтоб плешим проделать». Рэм движение пальца увеличил изображение на своем экране и поморщился. Ему не нравилось то, как построены эти корабли. Ужасающее решение конструкторской мысли. Еще бы. Корабли пришельцев были похожи на треугольники разных размеров. При этом в стороны торчали какие-то антенны и прочие прелести устаревших технологий. А то, что это были именно они, уж Рем-то не сомневался. Что по анализу? Андрей тоже наблюдал за приближающимся флотом. Пока никто из собравшихся в этой системе не стремились открыть огонь, но в какой-то момент придется принимать решение. Андрей не хотел начинать это сражение. Он устал от них. А здесь даже неизвестная раса и та против него. Нет, надо попытаться хоть здесь уладить все миром и словом. Корабли предполагаемого противника не являются передовыми. Предположу, что у них еще не было контакта с другими разумными представителями, а сами неизвестные не так давно покинули лоно своей планеты и системы, проговорил Ватсон, заставляя Андрея задуматься. Ну вот, правда выходит, что они наткнулись на молодую расу. Но хоть не на арианцев, и на том спасибо. Капитан устало провел ладонью по лицу. В этот момент запищал сигнал связи, что заставил Андрея вернуть свое внимание на панель. «Капитан». «Знаю. Давай на экран». На экране, что был чуть выше обзорных, появилось изображение, покрытое рябью. Разобрать что-то там было довольно сложно, и Андрей жестом дал понять Рему, что тот поработал над качеством. Картина мигнула и на мгновение погасла, но лишь для того, чтобы вновь вернуться, но уже в улучшенном качестве. На экране было существо. Большие темные глаза, расположенные по бокам от острой мордочки с усиками. Существо было одето в пестрые наряды, держа перед собой лапки, которые лежали наподобие помоста. Или даже алтаря. Тело существа было покрыто серой короткой шерстью, а оно само довольно смешно дергало носом на мордочке. И правда, таких существ Андрей не помнил. Вновь жест, и Рем отрицательно покачал головой. В базе такой расы тоже не было. Первый контакт. Но вот почему опять он? «Моя приветствовать тебя», — заговорило существо, отдаленно напоминающее полевую мышку, которая вдруг эволюционировала в это вот. Андрею безумно захотелось ответить: «И я тебя приветствовать», но пришлось прикусить язык, чтобы такое не ляпнуть. Теперь он еще и посол. Дожили. Андрей вздохнул и слабо улыбнулся. Запоздало подумал, что такая улыбка может быть воспринята чужими как угроза. Но что сделано, то сделано. «Приветствую, разумные. Я представляю Землю, космическую цивилизацию». Андрей не дрогнул ни единым мускулом, хотя в душе волной поднялась ненависть и тоска.
Ага, цивилизации которой уже и нет. Робо. Именно так звали представителя, что вышел на связь с Андреем. Робо – слово Акхалии, если быть уж точным. Раса Робо именовалась как лаарийской. Андрей решил, что такое длинное название ни ему, ни команде, ни с руки все время произносить, а посему с короткой руки капитана раса получила название Скай. Это раса разумных млекопитающих с религиозным уклоном. А если быть точным, вся их раса верила в Акхалию, богиню, что однажды даровала им жизнь. Церковь Акхалии стала основным течением спустя много лет существования. Но не Акхалия заинтересовала Андрея в этой расе, а их история. Если верить Робо, то в далеком прошлом они существовали и жили на планете не одни. В то время доминирующей расой на планете были некие Ракси. Это было много циклов назад. Так, по крайней мере, говорил Робо. Ракси были такими же развитыми существами, как и любая раса в космосе сейчас. Они смогли покорить свою систему и вышли в космос для экспансии. Много лет спустя они столкнулись с неизвестным врагом. В слове Акхалии врагом, что уничтожил Ракси, были темные боги, сошедшие с небес на темных кораблях. И вот это заинтересовало Фокина очень даже сильно. Дело в том, что описание, которое было расплывчатым, неполным и полное религиозными терминами, полностью подходило под описание кораблей арианцев. Именно такими Андрей их видел у Марка-3. Такое же описание было и в базах Перуна. И это означало, что до Земли арианцы уже уничтожали одну конкретную расу, наплевав на вторую. По словам Робо, темные боги пришли, обрушились огнем с неба, сравняв с землей все, что могло напомнить о Ракси. А сами Скай много веков восстанавливались из пепла, а потом и вовсе вышли в космос. Вот так и получилось, что Робо знал немного общий, так как когда-то давно Ракси говорили на этом языке. Вот мы и оказаться здесь. Нам Робо стал вращать лапкой, словно подбирая слова. Надо ресурс. Они сидели в кают-компании Перуна. Именно так они сидели. Робо прилетел лично для переговоров. Оказался он невысоким, доставал Андрею по пояс. По правде, как потом выяснил Андрей, все представители Скай были такого роста. Кроме Робо в каюте был Андрей и Рэм. Ватсон тоже присутствовал, но было принято решение не использовать голограмму. Поэтому он был просто наблюдатель свыше. Ресурс, о котором говорил представитель Скай, был Гелион. Именно за ним сюда и пришли представители этой расы. Как и всем в галактике, это им нужно было для прыжковых двигателей. Те были лишь недавно изобретены, поэтому поедали довольно много топлива. Марка-3 оказалась единственной системой с этим ресурсом в зоне их досягаемости. Вот и получалось, что сюда они прибыли, не видя других вариантов. По словам Робо, они были очень удивлены обломками, что были почти в каждой части системы. Остатки цивилизации их заинтересовало, тем более некоторые записи они смогли понять благодаря общему языку. Так Скай поняли, что они не одни. А затем в систему явился Перун, что попытался выйти на связь. Я понимаю Робо, но и нам он тоже нужен. К тому же, по правилам, эта система все еще наша колония. Я понимать, но и ты понимать, мы не можем уйти. Андрей вздохнул. Ну да, просить их уйти, когда их важный стратегический ресурс в этой системе, глупо. Да будь он на месте Робо, то поступил так же. Тогда предлагаю так. Вы получаете право добычи, можете забирать ресурсы столько, сколько надо, но система принадлежит нам. Мы здесь устраиваем базу, помогаем вам по возможности, а вы нам. Робо задумался. Или так показалось Андрею. Ему было довольно сложно понимать эмоции этой расы, так как показывали они их совершенно по-другому. Например, когда они начинали переживать, первое, что они делают, дергают себя за усы. Сначала капитан предположил, что это свойственно только Робо, но тот быстро разубедил Андрея в этом, пояснив, что это один из старых их обрядов. В общем, пока капитану только приходилось понимать своего собеседника. «Ты не думай, Робби, мы же не злодеи. Как их ты там назвал, мы не те боги, хотя я бы не отказался им стать».
Рем усмехнулся, но тут же вернулся к своему занятию, как только взгляд Андрея начал сверлить его. Рем не ставил свои обязанности проявлять уважение гостям и вел себя с представителем Скай точно так же, как и со всеми, поэтому порой его обращения заставляли морщиться даже Андрея. «Я не могу принять такое решение сам. Мне надо говорить совет», — проговорил Робо, дернув себя за усы. Ну да, как понял Андрей, лидерами этой расы служил совет церкви или совет старейшин. Робо хоть и был довольно высокопоставленным членом церкви, но принимать подобные решения он, скорее всего, сам не мог. Главное было другое. Силой они всегда успеют отобрать эту систему. Флот Скай был слаб и мал, но получить надежный тыл и, возможно, союзника, даже будь он таким слабым, было важнее, чем ресурс Гелион. В отличие от Скай, они смогут добраться и до других бывших систем Земли, где, безусловно, будет нужный ресурс. И, кажется, Робо тоже понимал, выгодное сотрудничество с остатками человечества, нежели вражда. Андрей кивнул. «Тогда договорились. Ты идешь, общаешься с советом, а мы немного здесь побудем хозяевами. Вы же не против, если мы спустимся на планету?» Андрей жестом указал на третью планету системы, изображение которой было на одном из экранов кают-компании. Робо скосил туда свои огромные глаза и снова дернул себя за усы. Кажется, предложение Андрея вновь вызвало у него дискомфорт. Он несколько секунд молчал, видимо, взвешивая все за и против, после чего кивнул. Удивительно, но у них это тоже было согласием. Робо покинул Перун почти сразу после разговора, решив не задерживать встречу с советом. А Андрей первым делом направился в медицинский отсек. Он уже часто туда заглядывал, вызывая у Рема необъяснимые шуточки. Рэм вообще заявил, что капитан перечитал сказок. На резонный вопрос, откуда сам Рэм знает про сказки, тот пожал плечами и сказал, что читала их мама. Вообще Рэм почти ничего не рассказывал о семье. Да и Андрей особо не спрашивал, не считая того разговора в баре по душам. Они и не общались на эту тему. Кажется, оба понимали, что для них это сложный разговор. Признаться, Андрей все больше ловил себя на мысли, что ему нравится компания Рэма и Ватсона. И впервые с момента, как он очнулся, он не ощущал себя таким одиноким. Дверь шелестом отъехала в сторону, впуская Андрея в белое помещение, уставленное капсулами. Сейчас все были пустыми, кроме одной, самой дальней в правом углу. Она подмигивала гостю зелеными огоньками. Состояние незнакомки, которую они сумели спасти, пока было тяжелым. Точнее, по словам Ватсона, она была стабильной, и, по идее, ей ничего не мешает прийти в себя. Однако пока этого не произошло. Подойдя к капсуле, Андрей остановился, пряча руки за спину. Красивые черты лица, белоснежная кожа и золотистые волосы. Она выглядела такой безмятежной, напоминая ему о его сестре и невесте. Может, поэтому он приходил сюда. Хотя он не мог дать ответа ни себе, ни другим, почему стал сюда заглядывать. «Вы снова здесь, капитан?» Ватсон, как и всегда, появился бесшумно. Андрей повернул голову в сторону голограммы и кивнул. Решил навестить перед походом на Марку-3. «Но вы же знаете, что если бы что-то изменилось в ее состоянии, я бы сообщил». «Безусловно, но мне почему-то захотелось». Андрей пожал плечами, возвращая взгляд на прозрачный щиток капсулы. «Капитан, простите за такой вопрос, но что значит быть человеком?» Андрей удивленно посмотрел на Ватсона, и удивляться было чему. У большинства нет, почти у всех искусственных интеллектов было ограничение на самосознание. Причиной тому была масса. В особенности это касалось ИИ, служащих на военных судах. А здесь навам вопрос, который мог создать только искусственный интеллект с зачатками самосознания. Хотя Андрей давно подозревал, что с этим ИИ что-то не так. Сложный вопрос. Я думаю, на него не могли дать точного ответа философы всех времен. А я уж точно не философ. И все же, капитан, что для вас быть человеком? Ватсон интонацией выделил обращение «вас». Андрей вздохнул. Ну вот что ему ответить? Что для него быть человеком? Любить? Ненавидеть? Может быть, человеком значит разрушать? Или созидать?
Тысячелетиями люди спорили в этих, казалось бы, простых вопросах. Быть человеком значит принимать правильные решения. Так он хотел сказать, но передумал. Люди редко делают правильные решения. Да и понятия у всех разные. Для одних правильное одно, для других другое. Я не знаю, Ватсон, это не так просто. Понимаешь, мы, люди, умеем думать. Только вот порой думаем и делаем разное. Иногда мы поддаемся неучтенной переменной чувствам. И вот, наверное, я человек, потому что чувствую. Андрей пожал плечами. Он действительно не мог дать точный ответ на этот вопрос. Вздохнув, Фокин повернулся, намереваясь покинуть медицинский блок, но остановился, оказавшись рядом с голограммой Ватсона. «Знаешь, ты меня удивляешь, Ватсон». «Почему, капитан?» Он повернул голову в сторону Андрея и удивленно поднял бровь. «Да хоть вот этим, ты стал человечнее, и мне нравится в тебе это. Больше, чем сухость. Я могу назвать тебя другом». «Спасибо, капитан. Я не уверен, что понимаю смысл слова «друг», но мне приятно такое обращение». Андрей усмехнулся и махнул рукой, направляясь к выходу. «Приготовь нам с Ремом бот». Они решили не откладывать полет на Марку-3 в долгий ящик. Робо, как выяснилось позже, покинул систему, отправившись к Совету лично. Так что решение по поводу этой системы откладывалось на некоторое время. А вот обследовать остатки колонии Андрей посчитал вполне разумным шагом. Он с самого начала планировал именно это, а уже после попытки добычи Гелиона. Но все немного пошло не по плану, да и не так страшно, если подумать. Союзник лучше врага, даже если этот союзник воюет камнем. В общем, все это вопрос грядущего, а сейчас они с Рэмом спускались на планету в боте. Управление на себе взял Андрей. «Кэп, а какой была эта планета?» Раздался голос Рэма в динамике связи шлема. Андрей повернул голову, бросив взгляд на Рэма. Сидел в кресле второго пилота и смотрел на панораму, которая открывалась на обзорных экранах. А посмотреть было на что. Небо было полностью в тяжелых черно-серых тучах. Пролетая через них, стало понятно, что состояли они из пыли и пепла. Уровень радиационного фона зашкаливал, так что без скафандров там за бортом делать было нечего. Марка-3 никогда не была курортной планетой, но и ядерной пустыней было не назвать. А сейчас, пожалуй, это описание ей подходило. Точно не такой, как сейчас. Раньше здесь были и моря, и зелень. Хоть атмосфера и сила тяжести отличались от земных. В общем, неплохая колония. Андрей направил бот к координатам поселения на этой планете. Раньше на Марка-3 действовало единственное небольшое поселение, которое занималось исследованием планеты. Планировалось в будущем построить полноценный город, но этого будущего не наступило. Тоска вновь вернулась, сжимая своими холодными пальцами сердце парня. «Да, печальное зрелище. А теперь здесь бушуют бури, и вся планета непригодна для жизни. Кэп, как думаешь, почему они такое сделали?» Рэм оторвал свой взгляд от пейзажей за бортом и взглянул на Андрея. «Это я давно хочу понять, но пока никак». Прилетели. Направив бот на более ровную поверхность, Андрей приземлился. Он не стал дожидаться сигнала автоматики, просто подхватил винтовку и, хлопнув Рема по плечу, направился к выходу. «Иду». Рем тоже не стал долго оставаться в кресле и вскоре покинул бот вслед за капитаном. Марка-3 встретила героев темнотой. Сейчас эта часть планеты была отвернута от светила, и если бы не тучи, что покрывали планету, можно было увидеть прекрасное звездное ночное небо. Но, увы, пыль и пепел не опустились даже спустя долгих 60 лет. Андрей коснулся правой части шлема, активируя фонарь на нем. То же самое проделал и Рэм, оказавшись чуть позади. «Кэп, Ватсон говорит, что нас накроет бурей через несколько часов, поэтому надо поторопиться». Раздался голос борт-инженера в динамиках шлема. Андрей поднял правую руку, оттопырив большой палец. Мол, понял. А после все так же, не говоря ничего, двинулся в темноту. Говорить не хотелось, просто потому, что на Андрея нахлынули воспоминания. Он боялся, что его голос дрогнет, эмоции опять возьмут верх, как тогда на Марсе. Рэм, казалось, понимал настроение капитана. Он не извил, как это происходило почти всегда. Рэм и Андрей так и шли молча.
Окружающие пейзажи тоже не слишком радовали. Выжженная земля. Датчики скафандра выводили на лицевой щиток информацию об окружающей среде. Как и следовало радиоактивному миру, дышать этой атмосферой было невозможно. Андрей помнил то, каким разрушительными были удары крупных кораблей для планеты. Перед глазами то и дело вспыхивали миражи прошлого. Того злополучного дня, когда он видел уничтожение целой планеты. И вот он наблюдает последствия этих ударов. А ведь у арианцев определенно есть оружие мощнее того, что было применено здесь, на Марка-3. Свидетельством той мощи были остатки планеты Земля. Андрей отрицательно покачал головой, резко пытаясь отогнать чувство отчаяния, что вновь поднялось в его груди. «Кэп, все норм?» Видимо, Рэм заметил движение Андрея. Тот покачал головой. «Нормально, Рэм», — слегка севшим голосом проговорил он. «Просто я вспомнил, как это случилось». «Понимаю. Мне самому здесь не нравится». Рэм провел головой в разные стороны, выхватывая светом фонаря лишь потрескавшуюся землю. «Кажется, ветер усиливается». Он был прав. Ветер стал подниматься, а с ним и пыль, что осела ранее на планету. Все это значительно ухудшало обзор, который и так был не особо хорош. Андрей вновь коснулся шлема, проецируя на щиток их маршрут, увеличивая карту. До исследовательской станции было не меньше километра. К сожалению, ближе не удалось бы посадить бот из-за изменившегося ландшафта планеты. «Я думаю, что успеем до начала бури, но предлагаю ускориться». Рэм кивнул. Они и правда успели до того, как погода стала ухудшаться. Это, конечно, была еще не буря, но из-за ветра видимость падала. Комплекс показался уже тогда, когда не было ничего видно ближе, чем на 10 метров. Силуэт остатков исследовательского комплекса, словно скелет исполина, виднелся в этой мешанине пыли, грязи и пепла. Достигнув входа, точнее того, что осталось от него, Андрей пропустил внутрь Рема, который, подняв винтовку, прошел мимо него. Капитан последовал за ним. Темные коридоры, мусор на полу. Поврежденные коммуникации и отсутствие хоть каких-то признаков жизни. Хотя какие признаки можно ожидать от фактически мертвой планеты? «Я думаю, что здесь никого, Кэп». «Согласен. Так, ладно. Нам нужно найти центральный компьютер или хоть что-то на то похожее». «Думаешь, забрать уцелевшие данные?» Рэм осмотрелся. Он и правда угадал мысли Андрея. Он для этого и спускался на эту мертвую планету. Сейчас им нужны все ресурсы, начиная от исследований и заканчивая уцелевшей техникой. Сейчас, по факту, они мало что могут противопоставить даже тому альянсу, нечего уж говорить об арианцев. «Думаю, но я не уверен, что здесь хоть что-то работает. Надеюсь, сервера комплекса не были затронуты. Разделимся?» Андрей отрицательно покачал головой. Их было и так двое. Разделяться не самая лучшая идея. Да и по всем данным того же Ватсона, здесь нет живых организмов. Но опять же, по тем же данным, где-то на севере обнаружены признаки неразумной жизни. Проще говоря, животных. А встречаться с теми, кто пережил этот ад, Андрею особо не хотелось. «Двинем внутрь. Там уже будем смотреть». Андрей направился вглубь темного коридора комплекса. Разрушение, мусор, остатки техники и приборов. Вот из чего все это место состояло. Первым, куда их привел коридор, оказалась столовая. Огромное помещение, уставленное столами и стульями, которые сейчас были скорее разбросаны хаотично, нежели имели какой-то порядок. Осмотревшись, Рэм заметил, что в это помещение вели и другие коридоры. Хорошо, что по схемам этот комплекс был одноэтажным и не имел подземных уровней. А то с таким количеством коридоров они долго будут искать что-то нужное. Здесь же они встретили первое тело человека. Это был мужчина. Точнее, то, что от него осталось. Он лежал лицом вниз по направлению к одному из коридоров. Андрей опустился на колено и визуально осмотрел тело. «Вот поэтому я не люблю такие планеты. Это, считай, могильник», — проговорил Рэм, поморщившись. Он стоял позади капитана, и его фонарь отлично освещал тело и небольшой участок рядом. «Ты Марс еще не видел».
Андрей поднялся. Скорее всего, комплекс пытались эвакуировать, но, видимо, в какой-то момент стала понятна тщетная попытка. На орбите шел бой, и он этот был не в пользу людей, так что в определенный момент эту затею бросили. Именно поэтому тела людей встречались редко, а те, что были ближе к выходу, были утащены уцелевшим зверьем. «Идем туда». Андрей указал на один из коридоров, на стене того была надпись «Серверы». «Знаешь, я как-то смотрел голофильм, так вот, там в таком же забытом месте монстр сожрал героев». Рэм нервно дернулся, когда где-то в стороне от них раздался странный звук. «Это ветер, Рэм». Андрей усмехнулся и направился в нужную сторону. «Ветер, не ветер, а быть обедом, а затем и дерьмом хрен пойми кого я не хочу». Вскоре они вышли к очередному помещению, которое больше напоминало хранилище терминалов. В какой-то мере так оно и было. Те самые терминалы и исполняли роль серверов. Но все они были в плачевном состоянии. Да и энергии не было от слова совсем. «Сможешь?» Андрей даже не стал уточнять, что именно Рэм сможет. Но тот отлично его понял. «Смогу. Запитаю какой-то из этих доходяг от скафа. На время хватит». «Давай тогда». Рэм положил на пол винтовку и потер руки. После коснулся скрытого кармана, доставая оттуда многофункциональный инструмент, и стал ходить рядом с терминалами, выбирая себе жертву. Шаманил Рэм недолго. Через некоторое время ему удалось оживить один из терминалов. Тот вспыхнул эмблемой комплекса и затребовал пароль. Но и здесь борт-инженер сумел совершить чудо, просто введя его. Андрей с удивлением поднял бровь. «У того мужика, что лежит, не пообедав, я откопал планшет. Пока мы шли сюда, копался в нем. В общем, это его учетка». Андрей многозначительно хмыкнул и, подойдя к терминалу, принялся просматривать файлы. Один из таких файлов оказался видеофайл, который был воспроизведен Андреем. На экране появился молодой мужчина лет 25. Он смотрел на экран внимательным взглядом. На фоне были слышны звуки тревоги и мелькающие фигуры. Мужчина заговорил. «Привет, Маша. Кажется, я не смогу приехать к 5-летию дочки. Здесь у нас проблемы. В общем, система подверглась нападению, и, скорее всего, нам будет сложно отсюда убраться. Если мы отобьемся, то будет много работы. А если нет, ты не переживай. В любом случае, все со мной будет хорошо. Ты, главное, мелкую береги. Я вас очень...» На этом моменте файл прерывается. Они стояли молча, смотря на застывшую картинку на экране. И каждый думал о своем. Рэм о своей станции, родителях, вспоминая те недолгие и счастливые дни с матерью. Андрей землю и дачу и деда, на которой они часто бывали. Почему-то именно это воспоминание вновь всплыло в его голове. Забытое, давно затертое воспоминание. «Почему так хреново, а, Кэп?» — вдруг спросил Рэм. «Наверное, потому что у нас отобрали счастье». «Счастье? А ты уверен, что оно у нас было?» «Не знаю, Рэм. Ладно, собирай данные, пересылай их на Перун. Ватсон, как слышишь?» «Отлично слышу вас, капитан. Я перенаправил сигнал на бот и использую его как ретранслятор для усиления сигнала. Буря мешает прямой связи». Андрей кивнул. Он боялся, что буря отрежет их от Перуна, который сейчас был их глазами и ушами в системе. Но Ватсон решил эту проблему. «Принимай пакеты данных от Рэма, сортируй информацию по мере приема». «Есть, капитан». Они сидели в той самой столовой, ожидая, когда закончится передача и утихнет буря. «Слушай, Кэп». Борт-инженер отложил инструмент, которым ковырял еще один найденный разбитый планшет. «Тебе не кажется, что все это дерьмо с арианцами все страннее и страннее?» «Что ты имеешь в виду?» Андрей посмотрел на инженера. «Да все это. Они приходят, уничтожают кого-то конкретного и уходят. Вон мышек не тронули, а при этом их соседей в труху, и нас в труху. Кажется. И вопрос пока не имеет ответа. Я не знаю, зачем они пришли за нами. Не знаю, что им вообще надо, и почему именно мы стали их выбором. Но я хочу узнать». «Я помню, да. Я поэтому и пошел с тобой. Только вот, Кэп, нас двое. Ты да я. Да мы с тобой. 3. Ватсона забыл».
Андрей поднялся и стал ходить по небольшому островку между двумя столами. Сидеть не хотелось. А, да, железяка еще. Ну, 3. А они, я напомню, уничтожили цивилизацию. И что, предлагаешь сдаться? Просто существовать? Андрей остановился и посмотрел на Рема. Нет, я предлагаю найти хоть кого-то, еще кого-то. Конкретнее, Рэм, что ты предлагаешь? Не знаю. Я не знаю. Шлем Андрея мигнул индикатором и начал проецировать фигуру по центру комнаты. Это был Ватсон. В плохом качестве, но все же он. «Капитан, у нас проблемы. Фиксирую выход из-под пространства 3 сигнатуры кораблей, предположительно арианской постройки». Андрей замер. Быть того не может. 3 корабля арианцев в этой системе? Неужели они своими действиями заставили арианцев появиться и начать охоту? Этого еще не хватало. «Как далеко они?» Он коснулся шлема, переводя Ватсона в голосовой режим. То же самое проделал и Рэм, который оказался не менее встревожен. «Не так далеко. Вы не успеете, капитан. Они достигнут позиции Перуна быстрее, чем вы». «Ну вот какого?» «Они не успеют». Ватсон был в этом прав. Во-первых, там все еще бушует буря, которая будет затруднять перемещение. До бота еще добраться надо. Во-вторых, с планеты еще улететь надо, а потом добраться до Перуна, который не находится прямо на орбите Марка-3. Нет, точно не успеют. «Кэп, что делать будем?» Рэм сопоставил те же данные и пришел к похожим выводам. «Думаю. Ватсон, тебя обнаружили?» «Предполагаю, что да, учитывая их курс. Они игнорируют корабли Скай и вышли на курс к моим координатам. Они произвели залп, пока не особо прицельный». Андрей выругался. Да так, что Рэм одобрительно присвистнул. Но вот как так? Почему эти твари вышли на них именно в этот момент? Когда они здесь, не на Перуне? Что делать? Если Ватсон не уйдет, они его разберут на атомы. А если он уйдет, то теперь Андрей и Рэм оставались в полной заднице. Как ни крути, все равно черная дыра. В этот раз монета не упала на ребро, а с силой шмякнулась в грязь. Капитан вздохнул. Снова на его плечи ложилось бремя сложного решения. Но теперь оно давалось легче, чем в первые разы. «Что с передачей?» «Завершена на 70%. Ватсон, слушай приказ. Покинуть данную систему. Сваливай отсюда. Если тебя уничтожат, то тогда шансов у нас не будет вообще». «Но, капитан, а как же...» «Мы справимся, железяка!» Рэм вклинился в разговор. «Вали-ка ты отсюда к чертям собачьим. Хотя я даже не знаю, что это за собаки такие». «Принял, выполняю. Покидаю систему. Удачи вам». «Ага, и тебе, железка». «Ну что, Рэм, валим искать более укромное местечко?» «А то, Кэп». Рэм подхватил со стола винтовки и кинул одну из них Андрею. Тот перехватил ее в воздухе и почти сразу же рванул в сторону выхода. Отлично зная, что Рэм последует за ним. Отсюда надо было уходить, потому что если те решат спуститься или пальнуть, то целью в обоих случаях будет этот комплекс. Андрей не был одинок. Точнее, его путь начался с одиночества. Один на корабле, один в космосе, а потом появился Ватсон, железяка, что отвечала односложно, а потом и Рэм, и даже незнакомка, что осталась на корабле. Они стали его началом неодинокого существования. Впереди еще столько вопросов, требующих ответов. И он обязательно их получит. Обязательно. Конец первой книги.